Если бы эти пиздобляди не сидели настолько долго со всякой хуйней, я бы пробыл там максимум часа 2, наверное. Всем привет. Ага. Свалик на войну сходил. Ну как, не берут? Годен, блядь. Ну. Это хорошо. Ну, передо мной чувак стоит. На кого учишься? На ветеринара. Куришь, пьешь, употребляешь? Нет, нет, нет. Стоим потом у врачей. Жалобы есть? У меня там плоскостопие было, позвоночник кривой, проблемы с сердцем. Зрение слабое. Угу. Временно не годен. Временно. Ограничено, по-моему, они пишут. Нет, временно. У него временно. У меня ограничено было написано. Ограничено годен. Ну, то есть, если что, там это, в упор тебя нормально. Ну, на мясо заебись, пойдешь. Этим сапером. Да, сапером. Многоразовым. А что такого-то? Я не понимаю, нахуй ты туда ездил? К нам приходил в школу какой-то, блядь, Ну, так отряд даже, ты наверное. 10 классов учился. Ну и что? Ну, к тебе в каком классе пришли? 16 или 15 лет мне было, или 16, я не помню, в 8, в 9 или в 10. Скорее всего, тебе в 10 Да, пришли. скорее всего, в 10. Ну и что? Вот, а я сейчас фактически в 10. Пришел нарколог, пришел Нарколога не было. психолог, пришла какая-то бабка, пришел какой-то, блядь, главный, типа генерала местного какого-то. Ну, хуеплет в зеленой форме, короче. А он без формы был, просто пришли какие-то люди, сказали, вот пошли, и мы целый день там хуярили в школе. Сидели, проходили тесты, потом нас, блядь, проверяли член, блядь, на наличие выпуклостей покрасневших, потом проверяли зрение, потом проверяли, ну, короче, часа 4 где-то, да, это и занимало. Значит, записывай. Я приехал туда с дедом. Ну, дед шарит, где это дерьмо находится. Он меня до тут довез. Говорит, меня обратно отвезешь? Отвезу. Все. Свалик сидит довольный. Думает, ща я быстренько туда, сюда. Быстренько. Слава, с государственными органами РФ не получается быстренько. У них все сделано так, чтобы ты медленно все делал, очень медленно. Вот. Поэтому привыкаешь, что ты... Как только ты туда попал, все пиздец, это на целый день нахуй. Эти уебаны. Вот У меня рюкзак запылился. За эти 2 недели. Там, короче, нас было, наверное, человек 15. Ну, да. Все про все, так сказать. 15 нас было. Вот. Происходит следующее. Пищит что-то. Так. Свалик заходит такой. Там столько-то людей. А у меня нос замерз. А потом, короче, отмерз. И мне говорят, маску нацепи наебало. А я стою, у меня нос отмерз, и сопля начала течь. Я такой... Вот. Сидит эта бабка, которая пишет и заявляет: молодой человек, высмаркиваться нужно на улице. Я говорю, ага. Говорю, блять, извините, что у меня нос имеет свойство замерзать и отмерзать. Как и у всех, в общем-то. Вот. Потом. Мне все 4 часа будешь рассказывать? Да. Нахуя? Почему оно длилось 4 ебаных часа, а я пришел без документов еще? Потому что они делают вид, что они работают. У меня из документов был только паспорт. Паспорт и фотка. 2. Все. У меня больше не было нихуя. Ну повестка была сама. Ну, говорит, вы документы там донесете, идите вон туда-то. Прошелся по некоторым врачам. Так, жалобы есть? Нет. Свободен. Следующий кабинет. Жалоба есть? Нет. Свободен. Следующий кабинет. К психологу захожу. Такой. Ну вот это употребляете? Нет. Это вот это нет? Нет. Татуировки, пирсинг есть? Нет. Он так смотрит. Странный ты Карме как относитесь? Нейтрально. А слушать вообще хотите? Да не хотелось бы. А зачем спрашивать? Надо так. То есть, типа, если бы, наверное... Бля, подожди, я сейчас на ютубе найду, Да это психолог, поди, какой-нибудь такой специфический, типа ФСБшного. Они там такие вопросы прикольные задают. Блядь, ты хуй угадаешь, что надо ответить правильно.
Ща, подожди, я тебе такой видос скину. Вот. Нахуй мне видос? Да потому что это, мне кажется, если бы я вот так вот пришел, они бы сказали, что я не годен. На, держи там, не помню, какой Там минуте начинается. сваликовские истории с военных этих походов. Это чудовище такое. Говорит, ну ладно, иди туда-то. Я подхожу туда, там бабка. Раздевайся до трусов и иди прямо. А там, сланцы нацепи еще. А там сланцы зеленые вот эти вот. Армейские, блин. Они драные все какие-то, обоссанные, обосранные. Армейские? Ну, типа есть обычные сланцы, черненькие такие, дешманские. А армейские, они зелененькие. И там звездочка на этой, на подошве, короче. Типа армия, ебать. О, теперь ты в армии. Нахуй. Вот. Свалик ходил в военкомат. Вот рассказывает, делится, так сказать, впечатлениями. Свалик стоит, значит, в раздевалке в трусах такой. Его зовут там. Взвешивают, меряют 170 на 70. Это я позавтракал. То есть я практически голодный пришел. Слава, тебе член щупали? Нет. Ну, хуйня тогда. Рассказ говно. Вино хуйня. Мне член в школе щупали. Вот. Год назад. Посмотрели на меня такие. Жалобы на тот, кто-то есть? Нет, свободен, дальше. А там, короче, все врачи в ряд идут. Прям реально в ряд. Там кабинет, в кабинет, в кабинет, в кабинет. Там один такой огромный дверной проем. Огромный. Вот. Происходит следующее. Свалик идет. Каждому из них говорит, что он как бы пуль непробиваемый практически. Доходит до хирурга. У меня спрашивали, делали вам трепанацию черепа? Нет, что делали? По тебе же не видно, блядь, действительно. Бля. Так, хорошо. Ну, я говорю, ты какой-то странный психолог. А там чувак вот этот сидел, который там. Он, кстати, на тебя похож, только потолще килограмма так на 20. Так если бы я сидел постоянно, конечно, я бы тоже был потолще. Вот. На ветеринара учится, бля. Вот. Ну правильно. Он там сидит, короче, его Молодец. расспрашивают. Вот. Это хирург. Там заходит какой-то бабе, начинает на нее орать. Вот. Говорит, что она говно. Вот. Выходит, она начинает там кому-то звонить и гундеть. Он сидит, что-то спрашивает. Бросает так яростно ручку, встает, хлопает дверь, говорит, блядь, заебало нахуй. Садится. Итак, вас что не беспокоит? Я посмотрел, я ему прям руку хотел пожать, блин. Ой, блин. Это хуй с ним. От хирурга выхожу, а я проходил, по-моему, первый, кстати. То есть я самый первый от всех отъебался и пошел. Мне хирург говорит, ну, можете, в принципе, одеваться и идти туда. Ну, я такой сел. Вот. Оделся. Они еще, короче, я же в берцах прям ходил к некоторым. И я захожу, они на меня так снизу вверх так смотрят. И на берцах так оставляют внимание ненадолго и вверх поднимают. Говорю, да, я уже от вас. Я уже там был, я уже все видел. Все, меня не трогайте. Ну. Сажусь в раздевалку, говорят, говорят, идите в такой-то кабинет, там у вас тест должен быть. Психопатический, блядь. Психиатрический, ага. Вот. Ну, Свалик подходит, там чувак, кстати. Я говорю, а что не заходим? А там нет никого. Не может быть, какая неожиданность. Вот. Сидим 10 минут, 20 минут. Свалик-то уже охуел, на стол сел, там ближайший какой-то стоял. Потому что у него коленки заболели стоять. Полчаса проходит. Говорю,
Она там, где, блядь, вообще? Мгм. Тут к нам подходит и заявляет, говорит, так, кто на тест? Мы. Ну, это все, берите документы, спускаемся в подвал. Ну, все, блядь. Я рыжий пишу, говорю, если что, меня ведут в подвал. Я говорю, блядь, это... Если что, я нахожусь по адресу такому-то, такому-то. Да, блядь. Работать не Зашли в подвал. Нам раздали тесты, а там 200 плюс вопросов, блядь. И нам сразу говорят, вы, говорит, на такие-то вопросы отвечаете так-то, а на такие-то так-то. Тоже говорят, если что, вам могут просто это, выдать белый билет, и хуй вы потом что сделаете с ним. Ну хорошо. Это Ты пиздоболы. знаешь, что тебе дает белый билет? Службу в армии. Без армии, блядь, конечно, знаю примерно. Нет, белый билет это билет, означающий, что ты психопатически ненормальный. Это пиздеж, это тест не дает нихуя. Он дает тебе понимание, умный человек или нет. Белый билет за него не дают. Так что это пиздоболы. Ну, скорее всего. А там ты сидишь такой, и там вопросы. Ну, квадратики там Вы... какие-то, треугольнички, блядь. Не, А, там это другой тест. другое. Да, такого у меня не было. Там 200 вопросов, и в некоторых из них написано чуть ли не прямым текстом. Хотите ли вы государственный переворот? Тянет ли вас на революционные, так сказать, возгласы? Как вы относитесь к термоанонистам? Слушаете ли вы видосы с термоанонистами? Заебись, охуенный тест, блядь. Ну, это недавно Как ввели, вы, не знаю, у меня такого не было. как вы относитесь к людям, исповедующим другую религию? А как вы относитесь к людям другой национальности? Ну, это что-то не те вопросы, ну, эти-то ты знаешь. А какие там выдающие белый билет-то, блядь? Хоть один назови. Ну, это оно и есть. Типа, если ты там... Там еще были вопросы, типа, можете ли вы там впасть в неконтролируемую ярость, Ну это вот например? это они, наверное. Ну, Бывает ли, не про религию, точно. Ладно, бывают ли у тебя вспышки гнева? Там? Как часто вы злитесь? Сварексит такой. Не, Каждые 2 секунды примерно. это не Но про меня, никому не скажу. Вот, и там вопросов 200, я никогда за час столько не пиздел, никогда в жизни, блядь. Ну, а там еще заходишь, там, фамилия, имя, отчество бати, мамки, там, год рождения, где работают, где проживают, где проживаешь ты, где родился ты и так далее. Блять, ладно, хуй с ним. Это. Я написал этот тест первый. Вышел. Говорю, все, я могу типа идти? А говорит, нет. В смысле нет? Почему? Я все написал, я прошел всех этих... Фу, этих белых, в белых халатах. Как они там называются? Врачи. Люди в белых зарплатах. Ага. Вот. Говорят, теперь надо подождать остальных. У вас приедет какой-то там высокопоставленный хуй в зеленой форме. Вот, и будет вас к себе звать и выдавать вам удостоверение. Ну, как дядя Сережа, как минимум, наверное. Удостоверение. Какое? Ну, у меня оно там где-то в паспорте лежит в другой комнате. Удостоверение. Это приписное, по-моему, называется. Там написано удостоверение гражданина. Этики, Удостоверение гражданина, которому положено провести службу. Что-то такое, я потом найду это. Скажу точно. Оно еще, знаешь, оно милипиздрическое, то есть оно вот где-то с ладонь, даже меньше. И оно из максимально дешевой бумаги и картона. Там бумага тонкая, знаешь, как дешманская бумага такая за 9 рублей, туалетная. Вот такая же. И на ней еще написано, и она как будто выгоревшая. Собака расстроилась. Да, там на улице собака лает, ей тоже надо посмотреть. Смотри. Вот. Валик заходит к этому высокопоставленному хую в зеленой форме. А там, короче, в метре от него, то есть он сидит за столом,
а ты перед ним стоишь. И там, короче, квадратик такой синенький очертан, в котором ты должен стоять. Именно там. Не правее, не левее, не перед ним, не рядом с ним, а именно вот в этом, сука, квадратике. И ты такой стоишь, он там подписывает какую-то хуйню, спрашивает у тебя там, есть ли какие-то у тебя жалобы там, вот это, вот это, вот это. Потом такой, подойди, возьми ручку, распишись вот здесь, вот здесь. Положи ручку, возьми удостоверение, сделай шаг назад, прочти удостоверение. Ну и чё? После всего этого, Свалик, все, можете быть свободны. Аллилуйя. На улицу Тебе выхожу. сказали, куда тебя там направили? Какие войска? Нет. Странно, мне этот пацан сказал. Там реально пацан какой-то 20-летний стоит, или там 25, может, летний. Поздравляю, вы в таком-то роду войск. Я говорю, спасибо, до свидания. Можете идти, до свидания. Ты чё, в каком роду войск был? Связь. А? Связь. Что это? Ну, род войск, связь. Связист. Взяли в связь. А, связист. Ага. Эту катушку таскать 400-килограммовую. Ну как тот мужик-то из той игры. Не Чё мне знаю. Возможно. Русский. Так, вот английский, это что такое? О, вот русский. Все. Что там? А, первая физа, ну футболку кину, чтобы было. Что это? Ну я понял. У меня дед связистом был. На буханке ездил, Нормально. бля. Классный дед. Я же На говорю, буханке ездил, бля. если в 18 устроиться в военкомат, не идти в армию. Там, кажется, все продумано. Но есть альтернативная служба по условному вынесению уток из-под лежачих больных. Если ты туда пошел, то ты можешь не ходить в военкомат, а именно вот этой работой позаниматься, короче, год. И нахуй. Тебе дают военник, альтернативная служба, нахуй. О, после всего этого. А, мы еще, короче, там сидели между всем этим. Я сидел АФК где-то час-полтора, наверное. Как Прям обычно, АФК блядь. сидел. Надо было тебе рыжую с собой взять. Чтоб ты у нее сидел, как будто бы. Я Ты сидел вот реально где-то АФК час-полтора. Ты Именно мог АФК. часов 8 еще посидеть. Так что А все потому, что там нет никого просто. Ты правильно. подходишь такой в кабинет, а там просто никого нет. Там просто нету человека. Ну вот ушел он. Приезжаю я в Такие, военкомат. Мне говорят, вот, чтобы получить это приписное для отмазки. Потому что у меня опять набор бумажек, как всегда, блядь. Они же все одинаково работают, делают какой-то набор бумажек, а потом кому похуй, они это просто или сжигают, или что. Чтобы получить это самое приписное, тебе из универа надо взять справку. А также взять эту автобиографию написать, а также написать фотографии принести и еще какой-то то ли не отпечаток пальца, а что-то типа того. Короче, хуй знает. Какую-то медсправку, короче, принести. Я приношу это все, они говорят, хуй. Чтобы отмазаться от универа на 5 лет, тебе надо принести из универа еще одну справку. мне, кстати, надо эту характеристику притащить. Я еду в универ в этот же день через пару часов. Приношу им справку. Они говорят, опять, какая-то хуйни не хватает какой-то, еще одной в универ иди. Вот этой теперь. Я прихожу еще раз в универ, еще одну какую-то другую справку беру, блядь, прихожу еще раз в военкомат, мне выдают наконец-то это ебаное приписное вместе со справкой, блядь, что я на 5 лет отсрочил службу в армии на высшее учебное, на вуз, блядь. Я прихожу опять в универ, они говорят, да ты заебал туда-сюда ходить, блядь. Хоть ты тут один такой ходишь, дебил, блядь. Я захожу, на меня эта врачиха смотрит. Стоит рядом со мной чувак, 58, и Свалик 70. А рост одинаковый, она так смотрит на меня. Раз. Меня ничего не беспокоит. Ага. Чудовище, блин. Там чуваки старше меня приходили, блин. Я, по-моему, практически самый младший был из всех. Выйдешь. О, калаш продался, аллилуйя. Какая хорошая новость перед сном. О, Свалик. Да, я, кстати, все продал.
Поделись деньгами, рублями, Славик, ну, пожалуйста. Да я и так с тобой поделился уже. В смысле? За калаш-то, алло? Как? Не, все, я с тобой не разговариваю. Все, пока. Да, подождите, ща. Сейчас обижусь и уйду. Да, да, ща он продастся хоть. Продался, говорит. Окончательно. Короче, этот хуй бородатый. Было 3 чувака. Двум из них было невыгодно. Угу. Ой, О, косарь. ой, блядь, это... Не-не-не. А как посмотреть? Сука. О, косарь. Неплохо, неплохо. Короче, двум из них было невыгодно убивать этого балбеса, а третьему было пиздец как выгодно. И была монетка расплавленная. Это была неправильная версия. Короче, он сделал ледяной нож. Откуда кровь в глазу? С водой. Он сделал ледяной нож, воткнул ему, значит, в глаз. Нож растаял. Профит. Неплохо, неплохо. Вытирайте. Вытирайте. Я думал, ты тут рассказывать будешь целый час, а ты что-то 22 минуты. Несерьезно вообще. Да потому что там рассказывать особо нечего, они просто кретины. А бородатый, это который был в середине. Так, все, Сварик, тихо, тут важный сюжет. Игра началась, что? Пила началась? Так. I've just received a note from Inspector Lestrade, a letter from the suburbs. He is in need of my presence. Whenever he has asked for my assistance, Что? it has always turned out to be entirely В целях justified. предотвращения легализации Да тихо ты. оснований. One of his Алекс, cases has подожди. found its way into your collection. Yes, they all seem worthy of... However, I regret your fatal habit of looking at everything from the point of view of a story instead of a scientific exercise. Oh, Holmes, you... I beg your pardon, I digress. It would be much better to examine this letter than to try to convince you. Так, письмо. Так, Свалик. Все, тут сюжет не очень кончился. Эти уроды Ага. не хотели меня сначала пускать. The letter is on the table, Holmes. You should take a look. То, что я зашел в раздевалку и пальто снял, а берцы не снял. Вот. The letter is on the table, Holmes. You should... Да хватит подсказывать, я знаю, блядь, заткнись. И они Там такие. Свалик рассказывает чё? важные истории, блядь. Говорит, я же сказал вам, надеть сланцы. Я говорю, блять, иди нахуй. Я говорю, мне и так неплохо. Без этих ваших сланцев. Письмо. Угу. Из военкомата. Браркинстол. Да, никак не. A wax seal with the monogram Ебэ. B. Ебэй, I can видимо. tell from Lestrade's handwriting that he was in a hurry when Так, he чё wrote там? this letter. Сколько они будут выводиться, интересно. О, The Brackenstall Так, чё, family пополам? coat of arms. Да. Ты продал вообще все. да. Давай пополам. Я пойду себе куплю. Это нам получается. Поделить пополам. Это нам по 517 рублей нарыло. Нихуя себе. Ну вот, ты говорил 465. Да потому что я коллаж за косарь продал. А, я- Ну вот видишь. Чё, счет тот же, да? Так, короче, читай. Кто там? Грисков? Да, я тебе еще раз кину. Давай, да. Где ты там? Давай, давай. Подожди. Что мало ли, может там сменил все. Да не, может ты там. Может я в прошлый раз Вот. ошибся. Я, короче, поиграл с рыжей в смерть в эту на работе. Блядь, заебись хуйня. Прям заебись. А, Она не жрет абсолютно ничего. Прям совсем. И она топовая прям.
Ты что, умный? Ты что, читать быстро умеешь? А почему ты сказал, что ты Егор, Слава? Ты мне нахуй мышку свою скинул. Это не моя мышка. Это у рыжая такая мышка. Это, короче, там это... В игре там надо комиксы периодически свапать. Вот. А тачпада маловато. Я говорю, у тебя мышка есть? Есть. Ну а чё Егор-то? Она просто... У меня вот тоже бладевская светится эмблемой. Ну хуй бы с ней. Она же не вся светится вокруг. Охренеть, у меня пластик начал стираться уже в одном месте. У меня пластик облезать начал. Так, 517 рублей. Тот номер. Тут сейчас это... Там у кого-то была... у моего, короче, провайдера есть фишка по возврату денег. Если ты проебал, ну, циферку, то тебе оператор по чеку возвращает деньги на твой счет, а не на чужой. О, гениально. Его казнь будет, ну, что в Британии в 19 веке было, ну, хуй знает. Что-то я, блядь, что-то хотел Утопление сказать. в Темзе, например. Повешание. Я Ну, повешание. перевел. Ой, So, what is it? Так, подожди, тут сюжет. Promising, as always, Произошло it убийство, не appears может to be быть. a case of murder. So you believe Убийство. that Sir Eustace is dead? О, повесил два I ванилина. should say so. Lestrade wouldn't have sent for me for less. Ни одна капиталистическая страна давно уже патроны не тратит на этих долбоебов. Потому что это дохуя дорого стоит. These people belong to Ой. high society. Проходил, короче, когда The второй Red writing Dead paper, Redemption, the EB monogram, там their coat был of arms. побочный квест. The Ну, они crime там, was committed before побочные midnight. квесты, они, кстати, довольно-таки Holmes, длинные. Типа, How can you possibly есть там tell? квесты «Принеси-подай», Well, it was периодически all thanks бывают. to Lestrade. А есть He wrote his масштабные letter прям at квесты, 3:30 in the короче. morning. Imagine Вторичные, the так chain сказать. of events before Там that. был квест The local один, police had to be called in. большой. Scotland Yard Чувак, was короче, хотел notified. создать Lestrade электрический himself стул. had to make haste Первый. there. Слава, говорю, Слава, подожди, сюжет, блядь. For Я a пытаюсь fair night's слушать work. и смотреть одновременно, It makes читать. sense. Lestrade also speaks of the woman he Вот. released. Подожди, со И, своим кор- электрическим That стулом, seems я to тоже делал. indicate that she had been held somewhere during the crime. Much time has А been твой стул wasted. говно, Let там-то us find a первобытный. cab and go to Abbey Grange immediately. Первобыт. I live in hope of an interesting morning. Короче, кого-то убили. Пуля Короче. дорого с точки зрения зарплаты и амортизации, электрический стул дорого по той же причине. Вы что такие, блядь? Смотри, А Чувак веревка говорит. и все. Или этот в Темзе утопить. там в каком-то этом... Какой-то хуй выдвинул, короче, закон, а-ля... Если из казны украдена там определенная сумма денег, на которую там можно купить столько-то метров веревки, то человек будет повешен на этой же веревке. Правильно. На таком же количестве метров веревки, видимо. Так открываешь Python архитект и делаешь первую же миссию стул электрический. В чем проблема? Нихуя баба Вот. не меняется, блядь. Вот, слушай. И чувак хотел электрический стул сделать. Говорит, мол, это более гуманно, чем повешение. Типа на повешении там может шея сломаться, а человек может быть все еще жив там какое-то время. Он будет, типа, страдать. Вот, говорит, а электрический стул это бзык и все. Let's go to Abbey Grange. Вот. И ему там понадобилось 3, что ли, дилижанса самогона. А там самогон, короче, в огромных таких литровых. За зарплату? Нет. 3 дилижанса самогона. Мгм. Вот. Ну, ты ему пригонишь эти 3 дилижанса самогона, он там собирает это, так сказать, это здание и искусство. Происходит следующее. Ты еще потом ловишь преступника, так сказать, подопытного. Он его сажает и дергает за рычаг. Его бьет током, но он не умирает. И так, короче, он дергает 4 раза. А чувак все не умирает, то есть его бьет, а он не умирает. В итоге кто-то, по-моему, из толпы, который смотрел, говорит, блядь, ты заебал, просто достает револьвер и стреляет ему в голову уже. Говорит, он сидит, говорит, убейте уже меня. А там чувак, стоят толпа. Давай быстрее, блядь, пожалуйста. И нормальные истории можно рассказывать, приятные хотя бы, ебаный рот. Тут письма, блядь. Пиздец, блядь. Во-первых, спойлер, а во-вторых, хуйня какая-то, блядь, садистская опять. Ебать, Слава, ну ты чё, блядь? Так, скандал. Я, короче... Так.
Бывший друг и партнер сэра Родни, Персиваль Бленхорн. Смерть Бленхорн. Да, это я крут. А все? А. Да, ник Дарк 2310009 90 65 4321. Пуск. Что там? Ты чё, ебаный? Что там считаешь? Я про твой ник, блядь, на Твиче. Дарк и цифры, нахуй. Номер телефона, видимо. Ну да, потому что мой обычный ник занят. Ты хотел спать пойти в этот. В 22. Я чай допью. Тогда пошли стрелять. Сука, опять воняет. Павлик, ты скачал «Смерть на работе»? Да. Поиграй. Она прям В конце очереди. Она прям... Слава, вот, блин. тихо. Все понятно. Хватит анонировать, блядь, на хорошие игры. And why is that? Так хотелось, потому что игра-то вышла в 2020 году. И она хорошая. Там, кстати, Я? ребята, Я-то должен был What for the обоссаться. three Randalls? Там, кстати, куча отсылок на реально существующие вещи. Sir Eustace Brackenstall is dead then? Так, голову размажили его же A кочергой. violent act of aggression. На бабу напали и привязали к кресту. Вот а сейчас ты ляжешь спать и обоссышься нахуй. А ты спишь с собакой, поэтому собака будет возмущаться в воде. Никому неприятно All спать. right. I'm Так going to я examine it. это ссу всегда Very перед good, сном. Watson. Так, а потом? Не материтесь, блядь, заебали мне, мама не разрешает такое слушать. А ты не слушай. А ты маме не показывай. смотри. Что, дурак совсем, блядь. Да, я вот от мамки своей и компьютер запаролил, телефон запаролил, и еще отдельно ВК запаролил. А Все то запаролил. сидят, смотрят кого-нибудь, а там сзади стоят. Слева один родитель за левым плечом, а справа другой родитель за другим ебать плечом. И все такие, ох, нельзя материться все. Матерятся все, ужас. То, что они, блядь, там на улице облевыши какие-то ходят, блядь, и вообще ебанаты нахуй. И всякую хуйню продают. Вот ходят, прячут, блядь, какую-то хуйню все время, блядь, у меня под окном. Это всем похуй почему-то. А вот да материться это нельзя эти- ни в коем случае. Это пираты. Слава, это, блядь, уебаны. Это кладоискатели. Да, это прятатели, блядь, или как это? Кладмены. Кладопрятатели, в Sir общем. Warthen Что я тут делаю? Я Lord помню, как-то в George Шарагу иду. Brackenstall. Зима. Кто Сугробы. Кто все эти Метель. люди? Слава, вот ты опять свои осудительные истории. Спать иди. Сидят Baron эти Lyndon Brackenstall. землеройки. Lord Brigham Brackens. The Brackenstall И family роются в seems снегу. rather austere. Вообще не подозрительно. Еще сидят рядом с трассой. Вообще ничего не подозрительного. Вообще нет. Че, блядь, подошел человек в пальто, раскрыл его, там такая штука была. Откуда я знаю, это что, блядь? Это не я подходил в пальто. О. Я Ladies, не allow подхожу me к to людям introduce в пальто. myself. и не О, бабу разговариваю. привязали, ёбнули в глаз ей. I'm assisting Inspector Lestrade in this investigation. Mr. Holmes, Чё ты I am the чудовище? wife Сейчас of спать Sir буду, Eustace подожди. Brackenstall. We were married only a year ago. I am sorry for your loss. Please accept my deepest condolences. I Буль-буль-буль-буль. suppose that it is no use my attempting to conceal that our marriage has not been a happy one. Бабрак. I fear that all would tell you. Подожди, кого убили? Да Славика не убили, блядь, все еще он спать идет. Так, бабу ёб, туда Can рассказывай. you describe me the events of yesterday? Мужика evening? какого-то ёбнули. Is it really necessary? I have already told Inspector Lestrade all that happened. Yes, madam, it is. I will tell you then. Sir Eustace retired about 10:30. I sat in this room until after 11, absorbed in Вижу в work. книгу, вижу, Before I осуждаю. went Смотрю в upstairs, книгу, вижу, I entered the осуждаю. dining room to fetch a candle and, oh God, Please, go on. as I approached the French window, I found myself face to face with an elderly, broad-shouldered man who had just stepped into the room.
close behind the first man. Это та же моделька, которая периодически сидит One на of them struck me Уолл-стрите. a Ой, на savage этом, blow блядь. with his fist and felled me unconscious to the ground. And then, Слава, заткнись, пожалуйста, и проваливай уже спать. I found that they Я тебя тоже рублю, дружище. А А ты рублю. придешь завтра? It was Рублю, да. thanks to my Ты uncle завтра that I вечером. he thought Мой he на could. рубль друг. Yes, А. I think he had heard me, for he was holding his stick. Дай, блядь, хотел сюжет посмотреть. Я весь сюжет проебал. Мужика какого-то One of ёбнули. them, the elder one, А, Как она оказалось, тебе не трое. terrible blow with the poker. I fainted once more. На When I английском. opened my eyes, they had withdrawn. Тереза Then пришла my на brave помощь. Teresa came to my assistance. Мать Тереза. Кого-то мужика ёбнули. Что-нибудь пропало, и бабу по Did голове these three сунули. villains steal anything? Больше. Yes, I found that they had taken the silver from the sideboard, but you can see for yourself in the dining room. Нет, ну эта баба явно в сговоре. По ней видно, блядь. У нее глаз не настоящий, блядь, какой-то. Свежие синяки. А не свежие сиськи. Что? Бледные щеки. Это вот ты-то из Австралии? Нихуя себе. Сиськи, так, хорошо. Не, ну, Кольцо. Грисков, я тебя полностью осуждаю, твои слова. Да внутри игры можно все что угодно, походу, делать. You mentioned that your marriage was not a happy one. Ты Was проваливай there вообще anything спать. specific that was troubling you? He was not a nice man when he was drunk, and he suffered from dark moods, but nothing else. Черная меланхолия. Что? В смысле? Старые синяки. Чего я не могу всех забанить, нахуй? Как это работает? Так, подожди, сейчас я Грискова забаню. Предложения предложения по антибану принимаются. Так, старый синик. Ну, старые синяки, наверное. The bruises on your hands are at least 1 week old. Your husband caused those bruises? Oh, do you? Yes, he did. He was very angry at the time, out of control. Again. Вы специально себе в мужья мудаков, да, которые вас пиздят, выбираете? To be tied to such a man for life is worse than death. Your ladyship? Светлость? Алло, Свалик. Ты что, вообще ушел? Вот понимаете, он сбежал. Он просто взял и убежал. Ну, что за человек, блядь? Вот ведь даже не попрощался. Блядь, вот ушлепочный ушлепок. Так, сконцентрируйтесь на поиске деталей. О, картина. These scratches are most definitely made by the picture frame. This is Sir Eustace's safe. There may be something important inside. I must ask... Так, подожди, не, блядь. Что, блядь, опять? Так, подожди, ща. У меня тут все сломалось. Дурак совсем, блядь. Lady Brackenstall to open it. Так, сейф. This Объект интереса. is Sir Eustace's Может быть, что-то... safe. Попросить There may be Леди something Брик. important Да inside. пошли, я понял, I must пошли, ask все, Lady пошли, Brackenstall все, to хватит, все, пошли. Это что за бабка еще? Тереза. Так, слышь? Сейф открой. Lady Brackenstall, could you Обсинечная. open this wall? No, it is my husband's safe. I do not know the combination. We have to open it. Охуительно, блядь. А если его убьют? Your Ну да. ladyship. Ох, вейт, блядь. Teresa, I would like to hear your testimony. Certainly, sir. Так, японской ночью. Прошлой ночью. As I sat by my bedroom window, I saw 3 men in the moonlight down by the lodge gate. 3 мужчин But I thought nothing of it at the time. в лунном свете. If I'd Вообще known. не подозрительно, вообще никак. And then? I went to bed,
and it was more than an hour after that I heard my mistress scream. And down I ran, to find her tied to the chair and him on the floor with his head smashed. That's all I know. Так. Женщина какая-то. Азиатской наружности. Морщины. Древние. Так. Забота. А... Да, нажмите. Пятно от кофе. Да понятно, понятно. Загрубелые руки. Так, мадама. Так, 25 лет, состоятельная австралийская семья. Вышла замуж. В последние 2 недели всех отпиздили. Ага, заебись. Так, это не тот. Тереза давно ее знает. Служанка, которая готовит, обслуживает, присматривает за леди Брейкенстелл. Защитила ее от любой беды. Как открыть сейф? Может быть, его вырвать и унести домой? А, да, ты ж так. Ёб твою мать. Это что за хуйня? Ага. Ага. А, это на... А, он на похуй, что, блядь? 5, да? А, да, такой сейф. А что он такой тряпочный-то, блядь? Вы что, издеваетесь надо мной? Так, бабки, медицинские, кто-то там. Отчет, физическое, психическое, серьезное опасение, печеночная недостаточность, глаза налились кровью, кожа определенно, что-то оттенок. Так, болезнь печени, специфический запах, абсцесс легких, судороги, расстройство нервной системы, тремор, цирроз, асцит, воспаление желудка, боль панкреатит. Ваше злоупотребление снижает самоконтроль, приходит к агрессии. Ваше состояние создает угрозу для окружающих. Имею возможность помочь вам решить ваши проблемы. Для этого есть немало лечебных методов. Так. It is common practice to keep one's valuables in a safe behind a painting. It should not really pose a challenge for a criminal. Antique coins, possibly of value, they're scattered without Странно. care. А сейф не спиздили, значит. Так, что там? Смотреть комнату, осмотреть место преступления власти. Да подождите, блядь, спросите, мне зачет. Ага, пошли спросим. Oh, what a horrible thing to... Тебя, что ли, спросить? Sir Eustace's doctor speaks of his violent behavior. Yes, Sir Eustace was an extremely violent man. A detestable human being, to be more precise. It is true that he once threw a decanter at me, and all because I dared to stand up to him in defense of my mistress. Sly devil. God forgive me that I should speak of him so now that he's dead, but a devil he was, if ever one walked the earth. We met him only 18 months ago. She'd only just arrived in London. Yes, it was her first voyage. She'd never been from home before. Wonder with his title and his money and his false London ways. If she made a mistake, she has paid for it, if ever a woman did. She doesn't have any means, so it was especially hard for her. Ужас. Какой кошмар.
Я чуть не понял, слышь ты? Oh, А, все, да. Вот хуй, блядь. Так, я что-то не понял. О, стол есть. Times. Так, знаменитая семья грабителей, успешное ограбление. Угу. Банда Рэндаллов. 3 мужчины. Полная. Так. 40 лет, седые волосы, высок, крепко сложен. Вильям Рэндалл, высок, широкоплечий, непропорционально маленькой головой. Младший, более хрупкий сложение, очень тощий. За дерзкое пиратское прошлое, нападения, грабежи, разбои, свадьбы, корпоративы, любые гулянки. Так, будьте... The description of the Randall gang provided by Lady Brackenstall is identical to the one in the Times article. Так. Рэндаллов знают, опознанные преступления. Банда Рэндаллов. Обстоятельства улики указывают на банду Рэндаллов. И ну свалили на Рэндаллов. Ну, давай посмотрим пока банду Рэндаллов, что это они точно. Пока просто хз. Так, были свидетели. Ну, так, это... Так, набросился на жену. Нет, личный... А, нет. Ну ладно. Так. Что там делать-то? Комнату осмотреть. Так, не осмотрел я комнату, видимо, да. Что еще есть? На столе взял газету. Сейф посмотрел. Так, столик еще какой-то есть. This photograph of Lady Brackenstall and her maid Teresa was taken at a port, but which one? Правильно, спиздим у нее фотографию. Гибралтар, Аделаида. So the lady and her maid came from Australia a year and a half ago on this ship. Так, вот так. Так, не знакома. Знакома с моряком. Леди познакомилась с кем-то на Гибралтарской скале. Ну, может быть. Давай пока так тыкнем. Так, допустим. А если я вот сюда нажму и вот сюда. Вот сюда нажму. Это разный поход, да? Ну, возможно, это банда точно, а знакомых, ну, возможно, кого-нибудь. Так, это я посмотрел. Смотреть место преступления. Пошли в гостиную. Так, где у вас тут гостиная? The body is still in the dining room where the murder took place. Там не подпездывает ступень. You should examine the body of Sir Eustace Brackenstall. Так, пошли посмотрим, что тут. Antique hunting weapons. Охотник. Так, секретарь какой-то есть. This candlestick is valuable. Подсвечник, его не взяли, разъебанное. Всякое говно. An empty silverware box. It appears that the intruders have stolen the Что мне contents. подсказывает, что это пиздеж какой-то. These wine bottles are expensive. Дорогое вино из Франции. A Oh. bottle of wine is... Мгм. The criminals did not thoroughly ransack the house. They only took a little silverware. Просто ёбнули его, да? This door leads to the upstairs bedrooms. Apparently the criminal... Да, понятно, пошли. Так, A картина. deer hunt. Так, Тулова. So, Watson,
What have you learned from examining Sir Eustace's body? Well, I can confirm that the death was instant. Sir Eustace was facing his attacker when he received the blow to his head. There are no other apparent injuries. Голова. The head was cracked with the force of the blow. Так, череп проломили. Quite a Трость. large stick, a formidable. Barefoot, he had therefore been in bed. That Так, must кочерга. be the murder. Че, прям здесь валяется, серьезно? Так. Кочерга, кочерга. Удар кочергой могла. Так, ноги, трость, голова. А, не посмотрел я, серьезно? Что еще может быть? Каминная решетка. Кровь. It is covered in blood. Sir Eustace might have struck his head upon it while falling from the blow. That is one possible explanation. Мгм. Интересно. Наебнулся головой. Ну, хз, тут я не знаю, тут вроде как на затылке, но это не точно возможно. Вину свалили, допустим. Несчастный случай. Ой, блядь, подожди, удар кочергой. Так, нет знакомых, допустим. Не знаю. Пока ничего не понятно. Так, что там на Т надо было нажать? Каминная полка. Че? Че, нахуй мне каминная полка? Че, блядь? Шнур. Шнур. It appears that the bell rope was cut by someone taller than me. Хуй, там 2 метра, блядь, вы чё? A fur trader's cabin. Шнур какой-то отрезал. А ты чё? Посмотри, не досмотрел. Так, что-то еще бокал. Графин, 3 A бокала. decanter standing next to the open bottle. An inseparable pair indeed. This glass has some wine traces, but no visible beeswing. There is beeswing at the bottom, as if the wine had not been decanted before being poured. This glass has some wine traces, but no visible beeswing. It is rather strange that only one of these glasses has dregs of beeswing inside it, while the other two are clear. Chateau Calon-Ségur, French wine, Grand Cru. Так. Не знаю, что значит отсутствие осадка. Спросить. Спросить. Пошли спросим.
Что за, блядь, 3 бокала в один болтали, а 2 нет? Так, ты чё? Тут сидишь, собственно. Ты кто вообще, блядь? А, это инспектор. Так. What do you know about Sir Eustace, Inspector? What was his reputation? A charming man when sober, but an absolute demon when he was drunk. In such moments he was apparently capable of anything. Why, once he splashed fuel on Lady Brackenstall's dog and set it alight. Another day he threw a decanter of wine at Miss Wright's head. The alcohol seemed to madden him. To the point that we were forced to intervene several times to avoid a scandal. Проблемы с алкоголем. Так, это вот это, да, ну да. Домашнее насилие, ну понятно, блядь. Я понял, спасибо. Так, опознанный 2. Два бокала, почему-то без осадка, 1 с осадком. 3 человека, 2 человека. Да, блять, вы что тут нахуй? Один из них, вероятно, предпочитает вино с осадком. Что-то я, блядь, сомневаюсь. Скорее всего, 2 человека, 3-го поставили. А, да? Два человека, значит, банду подставили. О. Еще что-то надо. Ну, скорее всего, нет знакомых. Хотя хуй знает, вообще-то с моряком. Его надо попросил его ёбнуть. Пойдем спросим про медицинские отчеты, про это. Там второй. А, про бокал. Так, что за хуйня, блядь, с вашими бокалами с 3? Смотри. There are 3 glasses on the dining room table. I was wondering if... Oh, I forgot. When I came to myself the first time, each of them had a glass in his hand. They might have been a father and his 2 sons. They talked together in whispers, and then they left. Да нет, они втроем бухали, Your походу. ladyship? Please leave my Mary alone. She suffered. Да, да. Походу, вдвоем с кем-то пили, а потом поставили. Ну, хуй знает. Смотреть место преступления в гостиной. Что там еще что осталось? Нихуя себе. Так, подожди, это не гостиная. Балконная дверь. Это балкон? Ну, закрой. Балконная, это в натуре балкон, охуеть. Балкон теперь называется? Там выход его на улицу. Так, это выход вот туда, вход, вернее. И ФПС. О, здравствуйте. A hunter's... Да, блять. A hunting scene. Так, охотник. Какой-то, блядь, странный охотник. Как он охотится-то, у него руки, блядь, трясутся. Алкаш ебаный. A hunting scene. Еще одна странная охота. A deer hunt. A fur trader's cabin. Торговец мехом. This door leads to the upstairs... Преступники ей не воспользовались. Так, кто был? Я смотрел, бокалы посмотрел. А вот со шнуром. Что там со шнуром-то? The death was instant. Писать, что ли, умеет, блядь. It appears that the bell... Непонятно пока ничего. A fur trader's cabin. А, стул отдельно стоит. О, кусок шнура. Sailor's knots. This rope was handled by the murderers. We need a scent hound to follow their trail. Take it with me. Взять Тоби. Дурак такой. Требует анализа. Пошли поанализируем.
Так, на бабу полупить. О, у него поменялось это. Окружающая, так сказать, стаканов. Let us see how the rope was cut. The fibers at the end of the rope are smoothly cut. Лазером, наверное. Let us try to find out what tool was used to cut the rope. Так, у меня есть нож, у меня есть кусачки, а есть ножницы. Скорее всего, ножом, да? If I cut the rope with a knife, it matches the original. Шнур с узлами обрезали ножом. Морской след. Хорошо. Два человека. Вину свалили удар кочергой. Нет, скорее всего, не сейчас. Хотя... А если так? Ну, хуй знает. Пока давай удар кочергой поставим. Сейчас какая-нибудь хуйня вот тут появится, и мы все вообще выиграем. Так, подожди. Мутейки, опознанные преступники. Но это кто-то пиздит. Все пиздят, все пиздят. Пошли хуй Come сама. on, Toby. We need the best nose in the British Empire on Так, this пойду-ка case. я похаваю. Сейчас приду.
Блять, кто придумал срать? Ёбаный рот. Здравствуйте. Так, Тоби, I слышь? agree with you, Toby, that Watson's shoe is preferable to Mrs. Hudson's cold cuts. Ботинок ват, что? Ботинок ват. А, грызть. Что делать надо? Взять Тоби. I agree with you, Toby, that Watson's shoe is preferable to Miss. Someone should take Toby for a walk. В смысле? А... Поводок, что ли, тебе найти с ошейником или что, блядь? A map of London and the surrounding area. Че, блядь? This is where I keep my stuff. My archive. I can always consult with it if needed. В натуре, блядь. А где Тоби-то это? I agree. Собрать Тоби, пойти по следу, пошли. Может, он сам автоматически возьмется? Ой, в натуре сам автоматически взялся. Хуй молчите, блядь. О, заебись. My archive. Да, блядь, нажми так кнопку, ты еб твою мать. Ага. Toby. Тупой, блядь, этот лабрадор. О, ёб твою, серьезно? Правильно, давай на собаке поиграем. Он подсказывает дошку, куда идти, блядь. Давай, побежали. Тык-дык, 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 тык-дык. Что? А, вот сюда. Кав-кав. Хуя магия, блядь. Ёбаная хогвартсковская. Блядь. Так. Надо по кругу ходить, хуй нет. The intruders entered the shed for some reason when they were making off with the silverware. Кажется, они пиздоболы. А, что? Обратно, серьезно? Тык-дык, тык-дык. Тобик. По кругу почему-то хуячит. Так, вошли в сарай и пришли обратно. Видимо. А, это я отсюда пришел, блядь. Что потом-то делать? Как переключиться на человеческий человека? Блядь. А, вот сюда, ебать. Серьезно. Так. Я просто на собаке никогда не играл, блядь. Я не знаю, как она там все это видит, блядь, чувствует, знает. О, колодец. Что-то утопили в колод. Пошли, пошли. Я же говорю, пиздоболы какие-то. Баба каких-то людей заказала. Моряка. Scent leads to the well. I should check it. Ватсон. А. Что, опять не Ватсон? Давайте Ватсона утопим нахуй. Вообще бесполезно. О, еще какая-то хрень. The intruder's trail is lost behind this wall. The criminals left the house through the French window. They walked to the shed, then across to the well, before fleeing by climbing over the wall. I wonder why they chose such a winding route. Возможно, они пиздоболы. Вот, да, это ослепительнейший рейтрейсинг, блять. Brave Toby, the best nose in the British Empire. Great Britain.
Так, пошли в колодец посмотрим. Что, блядь. Смотрите. Там что-то, There's сука, лежит, something блядь. glittering at the bottom there, but how can I reach it? Ватсон. The bo- Убрать. If only I had something with which I could. The wheel handle is old and. If only I had something. Что-то, чтобы... I need a hook. Крюк. Да, в сарай пошли. Опа, нихуя себе. Опять товарищ Семирамида ебаная. Я пошел-то, блядь, зачем? А, сарай. Возможно, в сарае есть крюк. Хук, так сказать. Да, блядь. Крюк. This hook might be useful. Bags of seed. Some empty. Так, что значит там есть, блядь? Small gardening tools. Инструменты. Лопата. This Ладно. old suitcase sounds hollow. Чумадан. Возможно. Все, что ли? Пошли делать хок. And крюк. There's something glit. Крюк. Оп. Поехали хоть. Как цеплять будем? А, она прям так. Понял. Что это? Плавает. Мешок. Silverware. This is hardly a coincidence. Какая-то надпись, да, есть? The Brackenstall coat of arms. It appears that we have found the stolen silverware. А кто-то пиздюлей получит, блять. В смысле, блять? Мотив ограбления. Имитация ограбления. Вернуться, да нет, хуяка, имитация стопудово. Какой-то пиздоболы какие-то. Так, человек. Ага, связал леди Брик, сок силен. Да. Искать моряка. Пойдем искать моряка хоть. Нихуя себе тут, блядь. Имитаторы, блядь. Так, спросить. Искать в архиве. Ща, пойди. Найти подозреваем, может это не моряк. Может это Юнга, например. Хотя Юнга это формально тоже моряк, ну хуй знает. Так, слышь, бабень, блядь, ты чё убила мужа, ёбнутая? А, ты опять здесь? Откуда взялся-то, блядь? Я нашел серебро. Inspector, I have recovered the stolen silverware. You are a wizard, Mr. Holmes. And where is it? In the garden well. Excuse me? Unique, isn't it? Rather absurd. What is the point of stealing silverware and then throwing it Вот, а down я into a зашел. well? Perhaps it was used as a temporary hiding place, or simply the thieves wanted to get rid of it. It is up to us to solve this mystery. Вообще без палева. Ты пиздоболы, блядь. Тут максимально тупорылый. Слышь, мать? Шо, блядь? We found your silverware, Lady Brackenstall. It had not been taken very far. Is that true? I am very thankful to you, Mr. Holmes. Пиздоболина, Your блядь. ladyship. Леди Щип. Так, сейчас я схожу в одно место замечательное. Так. Ага.
Так, продолжаем. Что там делать? А, в архиве найти, да? Спросить. У кого спросить-то, блядь, слышь? Oh, what a... А у тебя, что ли, тоже спросить? Слышь, я серебро нашел. We found your mistress's silverware. Oh, that's good news. You really are as clever as they say. Indeed. Все? Искать в архиве. Пойдем в архив. Охуеть. Архив. Анатолий Достоевского читает, блядь, преступление. На английском, что ли? Его что, и на английском издавали? Охуеть. Парень, блядь, международный. FM, блядь. Так, что там архив? Пошли в архив. Архив. Так, найти. Гибралтарский, кто там? Ой, Гибралтарская скала. Так, химия, нахуй. Какое исследование? 1893 года. Прибытие Гибралтарской скалы. Так, сухогруз, линия Аделаида, Саункингтон, Лондон, Коннор Центр, Лондон, вернулся, полгода, Индия, Новая Зеландия, Австралия. Мэри Фрейзер приехала. Наследница семьи Фрейзеров, землевладельцев из Австралии, так она не бомжара совсем даже. Here it is. Такая, что тогда приперлась? Бля. The shipping company, the Adelaide, Southampton, London line, and its address. Interesting. It must be the place where they keep the records, including the one for the crew of the Rock of Gibraltar. I think that if you pretend you're from Scotland Yard, they'll give it to you without... But I have another solution. I'll call in the specialist. Специалист. Так, что там делать-то надо? Да не для Уиггинса. Опять? Чувак из-под окна, который смотрит хронически. Круглосуточно. А, он тут что-то делает? А, блять, я думал, просто ФК стоит. Уикендс. At your service, Mr. Holmes. Mr. Wiggins. I need a register, my young friend. If you could borrow it, there will be half a guinea for every one of you. I need the crew list of the Rock of Gibraltar in 1893 and their current employment. I'm straight on it, Mr. Holmes. Do you really think they'll find it, Holmes? Пол гинеи, это что такое? My secret police is better than the Yard in many ways. 3 часа спустя. Охуеть. Here it is, Mr. Holmes. But we can't take Вот it это back. спидран. It's too risky. Put it on the table. I'll take care of it. Good work, young Wiggins. Сможем его вернуть. Куда вернуть-то обратно, что ли, нахуй? Не, нахуй. Так. Положите на стол. На этот? На какой стол-то, блядь? Что? Что? Стол положите. Какой стол-то? Вот на этот, что ли? This list shows the senior officers of the Rock of Gibraltar, on which Lady Brackenstall and her maid made their voyage. Lady Brackenstall does not know anyone in England. This must mean that someone on this list is our mysterious visitor. And these are the lists of the senior officers of the Adelaide, Southampton, London line ships. Let us find out who was in London on ноября кто November the был? 7th. 7 ноября 1894 год. «12 ноября» не подходит. Так, 17 октября. Из Лондона 17 октября. ноября. I do not think that this sailor has any connection to the case. Блять. 23 октября уехали. Так, нахуй. 6 мая.
О, 12 ноября не подходит. Вот это, скорее всего. Уехались. 10 ноября. Вот эти, наверное. А кто из них-то? Так. Чарльз Вэчилл. Джек Кроукер, да? Mr. Jack Crocker was in Ага. London upon the date of the crime, Ага. and he is due to О. depart in 2 days. А, еще кто-то есть. Вильям Партлэдж. Джек Кроукер. Чарльз. Вильям Партлэдж. Томас Локер. Генри Саутворд. Так, 23 октября уехал, не пойдет. 6 мая. 17 октября. This officer was on a ship that sailed half a month ago. He wasn't in London at the time of the crime. А, их всех найти надо, ебать, серьезно. Так, Чарльз Клан, Гэррит Хокинс, Уильям Партлэдж. This officer was on a ship that sailed... Так, нахуй вычерк. А, вычеркнуто, все понял. Так, Генри Эрнст Томас Герберт. Томас Уокер, да? This officer is still at Так, sea, therefore he cannot be involved. Герберт Уиткинс на This том же officer is корабле. still at sea, therefore he cannot be involved. Так, Эрнст и Генри. Генри Саутворд. This officer is still at sea, Ага. therefore he cannot be involved. И Эрнст Джуд. This officer is still at... Не причастен. Captain Jack Crocker is our mysterious visitor. He was the only one around at the time of the murder. Так, прибыли, ну понятно. This Crocker, do you think... It would be interesting to meet him. Our young friend should be able to find him. Так, найти моряка. Моряка. Пригласить Кроукера для разговора. Охуеть, а как я... А, туда же, да? Как тебя там зовут? Где, блядь? Слышь, пригласи его. Каким-нибудь образом. Wiggins, could you find a way to bring this Captain Crocker here to us? Here? Holmes, that could be dangerous. No problem, Mr. Holmes. Опасно, может быть. Ну, опять через 5 минут пришел. Тайная полиция, ебать. Mr. Holmes, I was informed Хуя that you себе. were looking for me, and I'd like to know why. Yes, it is important that we talk. You will soon understand why. Так, леди, ты чё, блядь? You are acquainted with Мужика Lady захуярил, Mary свадьбу. Brackenstall, are you not? Yes, I think I do remember her from when I was first officer, but I still don't see... It seems your relationship went beyond that of mere passenger and first officer. How dare you? Indeed, how reckless a feeling is love, particularly if one is prepared to commit a murder in its name. Explain yourself this instant. You are aware that the murder made the headlines of the morning press. You read the newspaper report, but to your dismay, found it much fabricated. So Once you charming. learned that I wanted to see you, you came straight away. You needed to know what I had found. You... And what do you know? That evening, you were with Lady Brackenstall, despite the danger. I'm not afraid, Mr. Holmes. Besides, all of this is just guesswork. You would be right if there was no evidence. What then? Так, что там с тобой? Как ты выглядишь? Борода. Прямо взгляд честный. Крепкое телосложение. Заебись.
Морской нож. А. Ясно, понятно. Чистые сапоги. Что-то на букву Г. Грязная... Грязный газетный чернил. Испачкался, видимо. Так, вы ее связали. Ты чё, сука? Lady Brackenstall was tied to a chair on the night of the murder. And it was you who tied her up. You call that evidence? Да. Ага, морской узел. Даже не Yes, сомневаюсь. as she was tied with a sailor's knot. Ты же не можешь просто Your на бантик handiwork. зафуярить. So, it's a sailor who's done it. That proves nothing, Mr. Holmes. I'm not the only sailor in London right now. Your theory is flawed anyway. On the night of the murder, I was aboard the Sharp. I was supervising the repair of a porthole. At night. It was an emergency. There was a leak. You can ask the ship's carpenter. He can confirm. I'm sure that he can. Perfect. In that case, we have nothing more to talk about. Good evening, gentlemen. Holmes, what should we do now? Would you like to check his alibi? No, there is no doubt that these men will testify in his favor, and there will be no way to check. So, what then? So, we must work with what we have. We have all the puzzle pieces. Now I understand why you dissected the bell rope. Зачем он парил ночным звонком? Капитан Крокер. Ага. Капитан Крокер знал, но, возможно, лжет. Ага. Возможно. Ну я хуй его знает. Возможно, он... Пиздобол. Убийца капитан. Охуеть, а если нет? 2 человека. Если было 3 человека. Мотив ограбления, но это не кочергой, а просто несчастный случай. Морской след. Чё, блядь, морские узлы только моряки, что ли, могут вязать? Хуй знает, 2 человека. Почему 23? Рэндалл виновный. Охуеть. А как там они... Кто из них там в газете? Надо почитать еще раз. Так, а что там еще осталось-то? Нихуя себе. Сделайте вывод. Заебись. Убийца дворецкий, блядь. Так, Рэндалл виновный. Так, описание. 40 лет, седые волосы. Довольно высок, широкоплечный, профессионально маленькой головой. Дерзкое пиратское прошлое. Блять. 40 лет, способный, честный человек, хорошо образован, не особо здоров. Спешил, но дочитал газету и почистил ботинки перед выходом. 40 лет, моряк, а ты не Джек Кроукер, капитан.
40 лет, седые волосы, высок, крепко сложен. Разочарование, обнаружили там много неправды. Психопат. Ох, семья Рэндаллов. А почему 3 человека-то было? Втроем бухали. А, один чувак пил с осадком, а трое нет. Хуйня какая-то. Трое отрезал крючок. Что, бля, я нихуя не понимаю. А, они грабят, прям грабят, да? Ограбление из богатейших домов. Ну понятно, да, это капитан, все понял. Если есть кто-то третий, я вообще охуею. Так, 2. Почему 2 человека? Я не понимаю, как так это работает, ну ладно. Мотив ограбления, имитация. Хуйня какая-то спрятали. Банда Рэндаллов. Удар кочергой. Гость-убийца, что? Возможно. Да давай, капитан, какая нахуй? Действовал, защищает, исчез женщину от жестокости. Блять, ну хуй знает. Давай я вот так нажму кнопку вот сюда. Защити бабу, типа офицер, вся хуйня. Wiggins, could you ask Mr. Cooper to come here again, please? Right away. Сейчас выяснится, что это 3 дурака эти были, но это совсем пиздеж какой-то, подстава. Why did you make me come here again, Mr. Holmes? It is over. I know that it was you who killed Sir Eustace Brackenstall. What? I know, because of the height at which the rope was cut. The knife used was a sea knife, the knots were sailor's knots, and not least the sheer force that was put behind the killing blow. And because you are the only one who knows Lady Mary Brackenstall in London. And because you love her. It's true. It is time for you to tell us the Ну whole понятно, truth. короче. I admit that I loved Mary madly from the first day that I met her. But I never did come to visit her, for I believed that she was in a happy household. When I talked to her maid, who told me everything, I was insane with rage. I was due to set sail for 6 months away. I wanted only to see her again. But it turned into a damnable nightmare when he barged in. He dared raise his hand to her. He was not even worthy of licking her boots. Oh, I regret nothing. Букс. I admit I killed the monster out of love for her. Ну She хуй. will forgive me if she... Lady Brackenstall already forgave you. She said nothing. Mary. But Christmas. that makes her an accomplice as well as her maid. It places her in danger yet again. Mr. Holmes,
You would not have managed to protect her. Till I die, do you hear me? Here is a letter that sets everything clear, and it is the one that should be disclosed to the police. I am the only culprit. Mary had nothing to do with it. Now it is time to end this. Нихуя себе. Тихо. Блять. Кто же знал-то, что, блядь? Ну, понятно. Please forgive me, Captain Crocker. I wished only to test your sincerity, and your words and deeds have far Вон, брось exceeded печку, my письмо свое, блядь, expectations. нахуй сюда. See here, Captain Crocker, we'll do this in due form of law. You are the prisoner. Watson, you are a British jury. Captain Crocker, the evidence shows that you acted without premeditation and used reasonable force to protect an innocent victim from her husband's brutality. Your devotion pushed you to attempt to kill yourself in order to protect the one you love. Now, what say you, gentlemen of the jury? Not guilty, my lord. Vox populi, vox dei. You are acquitted, Captain Crocker. So long as the law does not find some other victim, you are safe from me. Mr. Holmes. It is a great responsibility that I take upon myself, but I will give Lestrade an excellent lead, and if he can't avail himself of it, I can do no more. Come back to your lady in a year, and may her future and yours justify us in the judgment which we have pronounced this night. Че свободен нахуй? Понятно. Inspector, I'm afraid that the murderers have escaped us. What? Do you mean to tell me that you failed? Never thought I'd live to see the day. I mentioned the murderers, not the case. It is obvious that the crime was committed by 3 criminals who cannot be the Randalls. You really think so? You only need to find a gang of 3 thugs wandering around. I can trust you to do that. Нихуя себе след подкинул. А если нет? You'll find someone, I have no doubt of it. Goodbye, Inspector. Этот поймает, блядь. Ну да, понятно. Да. Там еще следующая глава есть, серьезно. «64». Ясно, понятно. Так. Драма в Kew Gardens. Сколько что дел, блядь? Последнее? Дима. Holmes, for heaven's sake, whatever's going on? Oh, hello, Watson. You're early. Did you kill all of your patients? What? Holmes, where have all these wretched bees come from? I increased the temperature of the room so as to prevent them from hibernating. I needed to take a sample of honey. But it worked, Watson. We will have honey all year round. Ridiculous and dangerous. They're domestic bees, Apis mellifera, such industrious workers. Anyway, Watson, I am sorry, but I must leave you. I'm in rather a hurry. You have a new case? Yes, but nothing as thrilling as this experiment. A theft of plants at the Royal Botanic Gardens in Kew. I'm helping a minister who's an old friend of mine. You can join me if you like. Well, I'll admit that I'd far rather accompany you than remain alone here with these workers of yours. Besides, you'll need a helping hand with the flowers you're intending to bring back. Watson, however did you guess? For the great Sherlock Holmes to bother with the theft of plants. Come on, admit that you're planning to spoil your little bees with some rare pollens. Since when did I become so transparent? Let us go. Почему я опять в этом уебищном пиджаке, блять? Можно мне нормальный нахуй пиджак, блять? Я ж менял уже 100 раз.
Был же, это нормальный был. Вот, я в этом ходил, кого, блядь. Вот. У тебя нормальный пиджак. My archive. Так, что там сделать надо? Там что-то спиздили. А, с выставки что-то спиздили. Пойдем. С выставки-то папоротники украли. Well, Holmes, here we are at the Royal Botanic Gardens. There's no doubt that this place is beautiful. But are you really intent on investigating the theft of the plants? Yes, of course. What are we doing, Holmes? Let us find someone who could help us. Блять, 2 метра пройти. Нахуя? Ну, катсцены, Don't блядь. touch anything else, is that clear? Just go and get a bucket of fertilizer. And without turning it over this time. Good day to you, gentlemen. How may I help you? If you are here for a visit, please do come back on Sunday. I am afraid that it cannot wait. My name is Sherlock Holmes, and this is my friend and colleague, Dr. Watson. We are investigating the theft of plants that took place here 5 days ago. A remarkable collection, I believe. So you're the one in charge, eh? A small favor for a friend. Now, to whom do I have the pleasure of speaking? I am Martin Hamish. I am the Deputy Director of Kew Gardens. And that fellow yonder is Albert. He works here. I am delighted to meet you. What can you tell us about the plants? They were rare and exceptional plants. We presented them at our last exhibition. We haven't removed the stand yet. It is still in the large glass house. We only learned of their disappearance the evening after the exhibition, and nobody saw anything. No doors were forced? No, but I would imagine that for a thief it would be fairly easy to gain entry, for there are no guards here. Well, if you don't mind, we will take a look. Now, you say that it is in the large glass house. Yes, the one just behind me. Just a second, since Albert has nothing else to do. Albert, show these gentlemen where the exhibition was held. How many people work here? Only myself, but occasionally 2 students, Albert, whom you have met, and Miss White. Here it is. This is the place where the stolen plants were exhibited. Thank you. Is there something the matter? Yes, there is. All right, the plants were valuable and rare, but it seems to me that the tragedy that took place here only 2 days ago has been entirely forgotten already. What tragedy are you referring to? The director of Kew Gardens, Mr. Montague Dunn, he died here just 2 days ago. We're very sorry. We were not aware. The two of you were good friends? He was my father. Oh dear. Our condolences. We should not be troubling you. Please do excuse us for the intrusion. You say that he died here, in the large glass house. Holmes? Yes, just here, near the door to the colonial collection. He suffered a heart attack. Just like that. So suddenly. It was terrible. Excuse me, gentlemen, but I cannot remain here. If you need me, I'll be in the reserve. That's the room next to the front of the large greenhouse. Of course, we understand. Так, тут помер. Место смерти, посмотрите, выставочный The стенд. plants were here. All of them were... Do not touch. Руками не трогать. Touch too much. Ду-ду-ду-ду-ду. Touch too much. It's like a touch. What should we Touch do too next? much. According to Albert, this is where his father, Montague Dunn, was found dead. Да, пошли. Следы ног. The traces are thinner in some places. Почему? These boot marks are fresh. It appears as though someone was dragging their feet. The footprints reveal that someone staggered here. Что? Кто припер, блядь, труп?
Осколки. Fragments of a flower pot. It fell down here. Тут нажрался. Земля. Soil. It should have come from a flower pot. The soil on the side of this flower shelf is the same as that on the ground. The door was smashed at shoulder height. Нихуя себе. Мощный парень. This Рукоятка. door handle is new. It was Так, сломал recently ручку changed. и дверь вышиб. Горшок расхуячил. This pot was broken fairly recently. A flower pot recently fell down from these shelves and was misplaced. А еще что сделал? А, сломанная кто? А, рамка. The escutcheon was breached near the handle. The door was forced from the inside of the Colonial Collection Room. The handle was changed afterwards. I think we need to inspect the Colonial Collection Room. According to this, they have light and moisture control in some parts of the building. Very strange. Half of the Colonial Collection is absent. The smell is strong. It is a detergent. Кусок камня, ебать. Так, и чё? This broken fragment. A fragment of marble. Most Мрамор. likely Так, chipped кусок from a статуи. statue or В sculpture. лучах заката. Совсем без хуя. В руках лопата. Подожди. This is one of the outlets of the ventilation system. These windows were perfectly cleaned. Part of this greenhouse was emptied and thoroughly cleaned. Так. Осколок мрамора, судя по форме, часть статуи скульптуры. These plants come from all the territories of the British Empire. Маласа. What should we do next, Holmes? According to this, they have dry tropics. She's like a touch too much. Что там делать надо было, блядь? Смотрите место, где он трупиком стал. Так. Да, блядь, опять Кеша, ёпта, иди нахуй. А здесь его толкать можно, а там нельзя было. Water lily greenhouse. According to this, they She's like a touch. Так, что? Раскол. blood. This sign is broken. Something heavy was dropped upon it. Someone fell violently against this sign, and they were injured in the clash, most likely a head wound. All the clues around here are quite suspicious. I need my imagination to make sense of it all. Выбивает дверь, сбивает горшок, падает на хуйнюшку. Кого, блять, стой. Первая, вторая, третья. This reconstruction reveals a disturbing fact. Montague Dunn damaged the door of the Colonial Collection Room. He was in a panic?
or the door was locked. Was it an accident? Or a murder, then, I wonder? Проведите аутопсию, ага. Пошли, хули. Пойдем торпик потыкаем палкой. О, без обложки уже, без надписи. I asked Inspector Lestrade to take Montague Dunn's body to Scotland Yard. It's ready for autopsy, then. It's ready for... А где мой мистер Холмс? Mr. Holmes? Мистер Холмс. Так, это какой-то... Что это? Личные вещи кого? Монтегю Дан. A beautiful feather pen of a good make. Клубная карта. A membership card for the London Crest Club. Лондонский гребень. Так, часы. This watch. Все что ли? Я-то думал. А нет. Блять, что громко-то. Так, это все дрыхнет. Слышь? First of all, let us carry out an Дайте external тулоп examination. подоскать. There Так. are no suspicious marks upon the chest. Let us finish the Хватит, да? examination so that we can proceed with the autopsy. Nothing suspicious. No redness, sting. Ничего, нормально. Табло. There is an injury to the skull, most probably caused by the fall in the Вероятно. Water Lily Но это не greenhouse. точно. Так. The air Нос и from the рот. lungs carries a faint floral aroma. The vessels and the pupil of the eye. Now, let us examine the internal organs. А я думал, я резать буду. Ебаный рот. Так, желудок. Чего смотреть? Желудок и желудок. Стоишь. There is a small amount of content. It appears Так, позавтракал. Пока не the жру. stomach tissues show no visible pathological signs. Все хорошо с желудком. Так, печень. The liver is enlarged. It would seem that he was suffering from an alcohol addiction. Алкоголик. The liver tissue is brown. There are no visible pathological signs. Заебись. The lungs are congested and edematous. Курилка картонная. Ёб твою The мать. tissue on the inferior lobe of the right lung is damaged, most probably caused by toxins from an Ага. unknown Ой, plant. нихуя себе. The heart's blood vessels show no pathological signs. The heart tissue shows no visible pathological signs. Так, все что ли? My suspicions have been substantiated. Montague Dunn, the director of Kew Gardens, died from poisoning. Plant poisoning, to be more exact. You mean Yes, it is murder. we should inform Lestrade? Yes, but do remember, Watson, that I discovered the murder.
The challenge is mine. Все, Лестрейда The нахуй. challenge, Holmes. We need to locate that deadly plant. Such a perfect murder appeals to me. Murder of any kind appeals to you. Is that all we need to do? No, we also have the people working at Kew Gardens. Martin Hamish and the son of the victim, Albert Dunn. And also Miss White, of whom we spoke with Mr. Hamish. Should we bring them all here for interrogation? No, a few innocuous questions at Kew will suffice, as well as a discreet delve into their personal affairs. Yes, Watson, it is time now to open the doors. Even those in the staff building. I suppose that is necessary. We should also be concerned with the victim himself. After all, we don't know very much about Montague Dunn. You're enjoying this already, aren't you? More than a little. Так. Отравление, ловушка для Данна. И там есть эта самая вентиляция. Аутопсию. Там есть вентиляция. Можно по нему пустить что-нибудь. Найти ядовитое растение. Так, пошли. Найдите растение. Ну пошли. Crime and punishment. Ой, блядь. Слышь ты, придурок, почему у тебя тут люди мрут нахуй? Это яда какого-то неизвестного человечеству. Что за хуйня? Так, смертельные растения. Tell me, Mr. Hamish, do you grow the more deadly variety of plant here? You mean insectivorous? Yes, but nothing larger than that. Да, именно мухоловок. Mr. Hamish, can you explain to us what happened to the colonial collection? It seems somewhat depleted. But, most likely maintenance Да. work, tidying up. You're not sure, then? But you're the deputy director. Well, I am busy. I cannot be everywhere at once. Вот пиздобол, блядь. Albert told us about the tragic death of Mr. Dunn, the late director of Kew Gardens. Tragic indeed. His heart attack was quite Да, unexpected. сердечный приступ. А на легком у него зеленая хуйня, это... As От приступа, deputy наверное. director, how was your Пиздоболы. relationship with Montague Dunn? To be honest with you, Mr. Holmes, it could have been better. You see, every Tuesday he would carry out his inspection of the gardens, but it was solely to make an impression, great pretense that he cared at all. He would give out absurd orders, ignoring anyone else's opinion. He would then disappear for the rest of the week. He was what some might call a man of action. I'd say rather he was overzealous and chaotic. So after all, it was no wonder, perhaps, that he ended up like that, if you take into consideration his kind of lifestyle. Ну-ка, и что там за образ жизни You такой? mentioned that Mr. Dunn led a Накатило particular спать, блядь. lifestyle. Well, it's no secret that he enjoyed, celebrating, shall we say? He was a member of the London Smart Set. He was famous for it. That And he had an eye for the ladies, to put it mildly, Mr. Holmes. Не, ну вот женщина определенно все смерти, блядь, в мире нахуй. Так, недорогая права. Сука. Бомжара какой-то. Фу, блядь, ты чё? Ты чё там такое с растениями делаешь, что такой заляпанный, блядь? Вообще дурак, что ли, блядь? Ебать. Весь, блядь, усвинякался. Опять убийца-садовник. thank you, Mr. Hamish. We shall continue our investigation. Блядь. Что, опять? Сука, ебаные садовники. Они, блядь, сука, всех убивают.
Так, что нам надо было найти? Это растение, да? Так, каждое утро вторника обход. Не особо нравилась эта идея. Так. Найдите растение. Сука, у свинякался весь. Can I help you, gentlemen? Конечно, блядь. Давай мне это. Короче, давай что-нибудь полезное. Информацию какую-нибудь. Колониальная коллекция, отношения. Ну, давай посмотрим на него вначале. Недавно плакал, поглощен скорбью. То есть тот на садовнике хуярит. Весь в зеленый, блядь, хуйне какой-то. А этот вообще нихуя делает. Ты что заклеенный какой? А, брился. Ну ты зря бросай это дело, нахуй. Это вообще бесполезная трата времени и денег, нахуй. Вы работаете здесь. Что, конечно. Что за вопрос? Do you work here? Yes, but part-time only. For I'm also studying botany at the University of London. You're following in your father's footsteps, then. Чё That спросил ты, is кто, блядь? commendable. Well, even if botany Who is not are my you, блядь? strongest suit, there are people who say that I could be a good manager. Кого, блядь? Куда нахуй управляющий? Ты ж тупой, блядь. Хотя... Так, мисс Уайт. Где баба? Who is Miss Margaret White? Ah, she is the young lady who studies with me. She visits here sometimes to help out with the greenhouses. In fact, she should be here today. She wanted to work at the seed house. That's the small greenhouse across from the large glass house. Так, колониальную. Пиздили там. We всё. noticed that a part of the colonial collection has been cleared. Ah, at the moment I'm just dealing with the storage room. I don't know. Вообще much about the похую, others. да? Так, Мартин Хэмиш. Would you please tell us about Martin Hamish, the deputy director? Well, I have to tell you that Mr. Hamish is not and has never been the deputy director of Kew Gardens. My father would not have tolerated it. Indeed? That is most interesting. He told us that he was. Yes, because he believes that the management should be passed down to him now that my father is dead. But in actual fact, Mr. Hamish only has the honour of being the garden's longest-serving employee. In fact, if we are to think logically at all, it should be me who takes over the management of Kew Gardens. Do you not have a good relationship with Mr. Hamish? I suppose so. But we have very little in common. Mr. Hamish loves his plants and Kew Gardens, and I cannot say that I share his passion. I see. And how was his relationship with your father? Oh, he hated my Ботаник, father. который не любит It was растения. obvious. He would be furious whenever my father boasted of Kew Gardens in the newspapers or at conferences. He was convinced that my father treated Mr. Hamish in the same way as he treated anyone, dismissively, with indifference. Так, что там с тобой? I imagine that your relationship with your father may have been a strained one. Yes. Натянули. I cannot say that he was a kind man, for he never listened to me at all. He forced me to work here. But now, after his death, I've been pondering it over. Perhaps he wasn't so wrong about me after all. I have to follow his path. I have to manage Kew Gardens. And I can do it. I can be as good as any other who works here. Thank you, young man. We shall see you again soon. Встретиться с мисс Уайт. Где же взять-то, блядь? Farmhouse. Пальмовая оранжерея. What should we do next, Holmes? Бумажка. Так. Нервно беспокойный, обкусные ногти, детергент для чистки рук. Красные глаза, недавно плакал, возраст в университете, хорошо выглядит, не женат, вероятно, с матерью живет. Мартин Хэмиш не женат, садовник, близорук, простой человек, живет один. Минутка бесполезной информации абсолютно. What should we do next, Holmes? Вдруг он не один живет. Так, где найти бабу? У павильона семян. Ебать, я откуда знаю, где эти павильоны выше все? Павильон семян, ебать. Его хоть бы карту, что ли, рисовали какую-нибудь. Locked. Ой, ты.
Какой же ты уёбок, блядь. Павильон семян. О, бабень, стой. Look, Holmes, this charming lady must be Miss White. She's entering the seed house. Ой, карту дали, нихуя себе, спасибо. Так, колониальная Colonial коллекция. collection. A map of Kew Теплица. Seed. Хранилище семян. Ventilation. Система ventilation. Сухие тропики. Water lily. Оранжерея с лилиями. Palm house. Пальмовая оранжерея. Так, налево и направо. Я вот тут приперся, да? А, вот сюда, налево. А я не досмотрел, серьезно. Не досмотрел-то. Может, ее оторвать можно как-то себе в карман положить, например? Director's office. Служебный Cloakroom. кабинет and директора, laboratory. гардероб, лаборатория. Все? Или опять нет? Reserve. Веранда. Вот и все. Чё, блядь? Объект интереса. Блядь, куда идти-то? А, There is a smell of burning. ой, что-то горит. Баба что-то сожгла, ёбаный рот. Валера бы, кажется, горел. Еще одна карта. Еще, блядь. The symbol is not Какой-то левый горшок. the remains of a picture. Картинная рама. The plants were set alight fairly recently. Еще дверная A ручка. door handle. Why would it? The door handle to the colonial collection and that of the fireplace are made of the same material. Горевшая A broom метла. handle was half burned. Метла и веник — это разные предметы, видимо. Защитная маска. A protective mask. Противогаз. Интересно, интересно. Someone set it alight, but it did not burn. Так, понятно. Убийца баба, которая сожгла только что вообще все. Все типа улики. Ну да, ну да. Нахуй я сюда пришел. Все-таки он умеет отходить. Она куда-то сюда перлась, да? Блять, швабра. Так, здесь чего? Лесопед. A ventilation system. О, It should бак для a воды. water tank. Вентиляция. Ну понятно. Поджигаешь вот тут, зацепляешь вон там. И всех травишь, нахуй, все сдохли. Ладно, ладно. Ебать, наконец-то в этой игре косяк появился. Без FPS мы играем в растениях. Open. Seed house. Павильон семян. О! Киллер, ебать. Свежий. Маргарита. Ого. Good day to you, miss. You have some very beautiful plants here. Why, thank you, sir. And good day to you too. But Oh, I do beg your pardon. My name is Dr. John Watson. This is my good friend, Mr. Sherlock Holmes. I am honored to make your acquaintance, gentlemen. My name is Margaret White. Excuse me, but are you Sherlock Holmes, the great detective? Yes, I am he. What a pleasure to see you here at Kew Gardens. Are you Ага, working тут on не a знаешь, case? блядь. Хорошо, растений.
Yes, Ага. a Не theft of убийство. plants that took place a few days ago after their most recent exhibition. Oh, yes, of course. I quite forgot about that. Забыла. Спиздила и забыла. А молодец какая, блядь. Oh, it's quite Швабра. understandable that you might forget about the theft of the plants, miss, after the tragedy that took place here. Yes. The director was a truly good man. It is such a terrible misfortune. Good man. Так, вы работаете здесь? Do you work here? Part-time only. I am a biology student at the London University. I attend the same classes as the son of Mr. Montague Dunn. That is how I found my chance to work here for part of my thesis, you see. It is a great honor. Да, блять, не та кнопка, ёпта мать. Так, я пошел за огурцом схожу. Сейчас приду. Пелагра из бедной семьи. Что-то совсем плохо питалась. А можно как-то... Не замужем. А. Нахуй мы эту информацию, замужем они или нет? Как вы вошли? Вы куда? Most of the doors in Kew Gardens are locked. Do you have a key to this room? Oh, yes. Albert gave me a set of duplicate keys. He agreed I might carry out my studies without disturbing him. It is only temporary. Would you happen to know why part of the colonial collection was cleared? No, I have never been there. How well did you know Mr. Montague Dunn? He was a master, a great leader. I saw him almost as a spiritual father. He had an exceptional nature? Oh yes, indeed. He was always so active and so optimistic and very nice to me. Although he could behave harshly towards his son. Why so? He loved his son dearly and wanted the very best for him. It made him extremely demanding. Albert, who is naturally shy, suffered because of it. Thank you, miss. None of the three people who work in Kew Gardens know why half of the colonial collection was cleared. So, someone is lying. It is obvious. Охуенные баги, блядь. Так, встретимся с вами. Красная леди с небольшим состоянием. Да, я бы не сказал, что небольшим. Вместе с тем на ее руках есть темные точки. Следы пелагровой, никакой долгом недоедания. Детство бедное, несчастное, нынешнее состояние, счастливый период на судьбе. Poor Mr. Montague Dunn. Ой, женщина, потом поревете, блядь. Пооплакиваете. Искать в архиве.
Эмблема. Так, пошли в архив сразу сходим. А то я потом забываю, заебал. Третий раз уже мне попадается. Четвертый. О, мне дали вилку. Ничего там не появилось, надеюсь. Амбиция Альберта отравления нет. Так, архив. My архив. Эмблема. Ядовитые металлы в волосах. That is not the one. Что? В волосах? Ядовитые металлы? Такие газеты, что, блин? Энциклопедия искусства и архитектура. Цветочный горшок. Божественный. Армитаджа. That is not the one I need. Парламент, старинное искусство, архитектура, экономика, технология, история. Ботаника. Яды. That is not the one I need. That is... Что, нет? That... Ёпта, мы серьезно? Химия тела, змеиный яд. История Греции, блядь. Чё, блядь? А, нет. Верное исследование. Мышьяк, блядь, раны и травмы, криминалистика, знаки и символы. Во. Садовое оборудование. Божественный, религиозный. А, во. Так, Тревану Верховному Божеству достичь духовного мира, освободиться от материального, поэтому щедрый пожертвование. Ну еще бы. The Divine Syndicate is not a supplier to Kew Gardens. Besides, there is no address here. Так, Треван. Проверьте рабочие постройки. Пойдем еще проверим что-нибудь. Мы же там, конечно же, 2/3 пропустили, блять, как бы не 3/4. О, тут тоже есть карта. Набаданга. What should we do next, Holmes? Ты еще ходить мог, блядь, когда разговариваешь. Так, ты. Что за божественный Are you синдикат? aware of the Divine Syndicate? The divine what? Is this a joke? No, I am quite serious. What a ridiculous name. Anyway, I have never heard of this syndicate. What is your opinion of Albert as a student of botany? He's useless. I often tell him so, and I can only give him cleaning tasks. Botany is not his life's work, and his father well knew it. He was furious about it. He was? Oh yes, he forced his son to work here, and he never missed an opportunity to criticize him publicly. Are you able to elaborate on that? Well, for example, with our last exhibition here, Mr. Dunn had Albert make a presentation speech. But then, while the lad was speaking, Mr. Dunn interrupted him, asking him difficult questions, making him look like a failure. It was with the intention of making a fool of him, Mr. Holmes. That must have been terribly humiliating. Yes, he was crushed, and he had to leave. Everybody was making fun of poor Albert. That is, except for Miss Margaret White, who is such a nice lady and who always takes pity on Albert. Так, ключи. Дай ключ. Mr. Hamish, can you tell us who holds the keys to the locked greenhouses? That would be Albert, Mr. Dunn's son. Yes, Albert keeps all the keys, and one can only imagine why. What do you mean? Well, he was never interested in Kew Gardens before.
And now all of a sudden he's trying to act as if he owns the place. I think he wants to take over the management here. He'd do better to leave that to me. He has no experience. No, none at all. You mentioned a Miss White. Would you tell us more about her? She is a student who works here part-time. She is quite charming indeed. She possesses a great talent for botany. You should take a look at some of her experiments that she carried out in the laboratory. Ah, if only she were not so naive. Why naive? The way she used to flutter around Mr. Montague Dunn. And he... why, he couldn't help but be flattered by all her attention. How could an intelligent woman such as Miss White not see through his game? I can only scratch my head and wonder. Thank you, Mr. Hamish. We shall continue our investigation. Так, что там надо? Все постройки посмотреть, да? Проверить рабочие постройки. Так, ну тут я уже был, вообще все посмотрел это или нет? Так, вроде все было. Farmhouse. А, в пальмовой оранжерее, конечно, меня не было. Сейчас. О, музицирование. Как будто сейчас выскочит какой-нибудь этот из крыши бандикута и выберет мне по голове, блядь. Ох, я в каске. Нет, я тут был. According to this. Книги какие-то. According to this. Так, климат чё? Чё лилии? А, зал с лилиями. Water lily. Пойдём. Василин. Предупреждение, не трогать. Список растений. Ой, бать. Here is a list of the... Ага. Так. Искать в архиве. Да ёб твою мать, блядь. Заебали с этим архивом, блядь. Второй раз уже, блядь, за 5 минут. Архивы. Редкие растения, ботаника. Так, выделять токсины. Карлина пьяная, дьявольский цветок, Венера протоядная. Ага. Ага. Первые 3, особенно дьявольский цветок. Here it is. Заебись. Все 5 спиздили. Так. Украденные опасные. Опасные. Так, могут. Все могут быть всеми. Обратно пошли, блядь. Так, что там сделать-то? Проверьте рабочие постройки. Найдите растения, с помощью которого убили. Да с помощью любого, блядь. Just be careful with the plants during your inspection. Да. Нахуй мне твои растения, мне килла нужен. Слышь ты, блядь. Tell me, have you ever heard of the Divine Syndicate?
No, I cannot say that I have. Do you hold the keys to all of these locked doors? Yes, you can have them. But I cannot give you the keys to the cloakroom. The employees' effects are private. I am sure you understand. Thank you, young man. We shall see you again soon. Янгмен, мы вас скоро посадим всех нахуй. Слепошных. Найти применение. Так, ключи дали. Кулак мрамора. Ой, до этого не было, да? Серьезно. Так, набор всех ключей. А там было закрыто что-то. Так, подожди, тут я бежал, тут ничего не было. Хреновая какая-то поливательная. Dry. What should we do next, Holmes? Water lily. Так, лилии были. Блин, да ебаный рот, ты можешь отойти просто и ФК стоять где-нибудь в углу? Заебал, блядь. Светло. Горшки. These flower pots are beautiful. They are intended to be used for exhibition. The symbol is Не эмблема Хью Гардианс. Так. Опять в архив, да, посмотреть. Заебали. Сука, уебали. Да ладно, попозже. Надо у бабы спросить по поводу... Вообще где? dry. Так, dry. Лалай, лалай. Так, это все сгорело к хуям. А тут FPS закончился. Оттуда... Вот отсюда я приходил, там ничего не было. Так, ключи от всех... Там, кстати, была какая-то закрытая дверь, какая я не помню. Хранилище семян. Так, женщина. Расскажите мне про вашу религию, пожалуйста. The Divine Syndicate. Does that name mean anything to you, by any chance? Not at all. But it is a very pretty name. Thank you, miss. Last kiss and the thank you, miss. Так, окно. Нахуя? А ну закрывай, через него выйти можно. Рабочий стол. A Книга book about навигации. ships. Nothing at all to do with plants. Так, давилка, папье-маше. These leather gloves are new and of good quality. They do not appear to have been used. Materials for college study. They belong to Albert. This place serves as Albert's office. Может, их один раз использовали перчатки эти, а не ноль. From here, we are unable to see the interior of the Colonial Collection Room. Чё? From here, we are unable to see the interior of the Colonial Collection Room. Давайте. Ключи найти применение. Отсюда типа увидим, да? Хуй. Так. Nursery. Теплица. Используйте ключ. А, вот так. Nursery. Вот закрытая дверь была. Пошли, я поймал. Шкаф, швабра, тряпка, горшки. The seeds of plant species are stored Семена here. растений. Бюст. О, кусок этой. Где там? I am curious if the marble that we found.
Ну. Here it is. The marble fragment that we found in the Colonial Collection Room is what they have in common. It is a bust of Montague Dunn. Так. Я там еще, видимо, ничего не смотрел. Блять, ебаный шмяц. Что? Блять, ебаный волшебник нахуй. Все. Завали свое ебло. Завали свое ебло. These young plants must be delicate if they are kept in the nursery. Да что? Диплома. О. A master's degree diploma. It belongs to Martin Hamish. An award presented to Martin Hamish for Лучший Best земледелец Grower года. of the Year. Рабочий стол. Книга A thesis Мартиха. written by Martin Мартина Hamish. Хэмиша. A glasses case. This area Футляр serves для as очков. Martin Hamish's office. Заебись офис, блять. Просто стол стоит посреди плантации. We can see the interior of the Colonial Collection Room from this window. Поздравляю. What? Да, блин, съебал. Кретин по головой. Спросить. Спросить. Locked. Точно, вот она была открытая. Закрытая, вернее. Порторный стол. След от морской. Ну-ка, бутылки. Так. There was a bottle here. It left behind a trace of the substance that pervaded the laboratory. Several drops of the substance were spilled. Gold dust. Good heavens. Золотая пыль. What's it doing here? The gold is almost immune to chemical attacks, so it may be a valuable auxiliary for various experiments. But why would anyone perform such experiments in a botanical garden? Я откуда знаю-то, блядь? Там налили. Several drops of the substance were spilled. Someone carried this bottle around. The bottle is no longer here, but it is possible to detect a faint scent. We need a good nose. Собака. Давай откусачи. Locked. Holmes, Albert Dunn didn't give us the key to this door. It does not matter. We will open it. Ага. То есть, а предыдущий ты не мог, да, так открыть? Ёб твою мать. Нихуя себе, сказал, я себе учу. А, их ты же нихуя ж себе ж. Так, полоска вот это должна быть влево. Дай. Ебать. Open. Так. The employee. Гардероб. А, да, это личные вещи, говорит, работников. Martin Hamish's locker. Так, шапка, фотографии. Father and I.
A review on rare and exotic plants. Martin Hamish has written several pieces. Письмо. Так, генеральный секретарь, бла-бла-бла. Заявление на должность управляющего. Пока мистер Монтегюдан был жив, я понимал ваши отказы. А теперь он помер, и теперь я могу стать директором. Что ты, сука, киллер ебаный? Martin Hamish studied. Книги по химии. Заебись. Так, это чемодан Альберта. Albert's locker. Нахуя? Письмо с A отказом. rejection letter from the British Royal Из Naval колледжа College. британского военного морского. Блять, ты заебало, видел, какой тебе флот, блять, морской, британский, тем более. Несмотря на ваш превосходный результат на внутренних экзаменах, не можем вас принять в школу. Ваш отец Монтегюдан выразил намерение кандидата на должность директора Брестского водоничного. Искренне ваш, Шалливанчарт. Так, пошел ты нахуй из колледжа военно-морского, блять, иди работай ботаником. Все правильно. Кораблестроение. Specialist articles on shipyards and ship construction. Albert Dunn has a great passion for shipbuilding and the sea. Уплыл. Что? А. A picture of Miss White and Albert in front of the University of London. And they seem to get along. Так вы два хуйплета, блять. Ебут друг дружку, деньги в кружку, ага. О. Miss White's locker. These jewels must be worth a small fortune. Не ты дал в детстве. A vanity purse. It is of high quality. Письмо от родителей. Так, ты даже не думал о нас, попросила деньги. Успехи. Мы не принадлежим. Ага. Просит деньги, при том, что я зарабатывал, что, блядь, письмо. Сложные финансовые положения. Не оставлю вас. Ага. Так, Apparently, Miss White is a capable. Так. A draft of the letter that Miss White sent to her parents. Черновик письма, серьезно? Так, деньги кончились внезапно. Родители мисс Уайт. А, платить за учебу. Ага, учеба Уайт. Блять. Смертельно опасное отравление битцы Альберта. Блять, да что нахуй? Да ёп, слышь? Украденное опасное растение отравление. Что? Чё нахуй? Оно не подходит, ничего, алло. Ну-ка еще раз. Хватит, понимаю, подожди. Сейчас все раскроем, бля. Нахуй мне показывать Б, что оно добавилось, если оно не работает нихуя. Так, защитный противогаз. Waterproof aprons. Everything one might need for self-protection. Do they grow dangerous plants here? Ага, это второй комплект. Комплект. Such masks are generally. Ага. Чуматан, чуматан. Что? 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 Gloves. Do they grow dangerous? Ватсон не тупой.
Маска, а перчатки, нахуй, защитная одежда. И чё? А, It пустое appears место. as though the protective equipment is Ага. missing from here. Ебать. Пустое место, оказывается. На него тоже натыкнуть. Стол для чего? This is a table for experiments. It resembles my own. Only this one is kept in good order, Holmes. Ха-ха-ха. Надо тебя выпиздить, нахуй, друзей. Тварь, блядь. A Подъебышная. phonograph used for voice recording. Remarkable. Yes, this is quite a modern laboratory. Там что хрустит? Цилиндр. I don't hear anything. А, And it seems clear from these multiple experiments that plants do respond to their environment and have a form of consciousness. Margaret White, February 1895. Report number 245. Study report. я думал, фонограф для записи голоса. Martin Hamish's perception of plants. The notion of communication in the plant world has long been considered marginal, yet I remain convinced that some plants do indeed transmit chemical signals in the event of attack. A study report by Martin Hamish. А третьего нету, да, Альберта? Или ему не надо, он так нормально себя чувствует. Chemicals. A sufficient quantity for some serious experiments. Учебник. A botany book. A Книга botany. по ботанике. Ну чё? А, This Albert student's book Dundee. belongs to Albert. внезапно. Все? Охуеть, доживаться не мешает, нихуя себе. Так, что там делать надо? Спросить, архив, спросить. Пойдем спросим. Где этот хуй? Слышь ты хуй, тебя тут людей убивают, а ты ничего не знаешь, блядь. Так, бюст. There is a bust of Montague Dunn in the nursery. A bust? Oh, that old thing. Further proof of that outrageous ego of his. But why in that room in particular? Oh, I don't know. It has always been there. Да, пиздобол, блядь. Там осколок статуи. Как бы... Да-да. It is strange, because I recovered a fragment of the bust inside the Colonial Collection Room. Really? Oh, well, so I am mistaken. It ought to have been removed during the cleanup. This room is so small. Do you know who moved it? I have no idea. Surely Mr. Dunn requested it. Do you have any more questions like this? Because fragments of rock are not my responsibility. Evidently. Mr. Hamish, was someone from your family connected with Kew Gardens? Family? No. I'm the only one with a passion for botany. Кто-то напиздел. Фотография с отцом, блядь, пиздобол. I do not think so. This photograph of you and your father at Kew Gardens suggests the opposite. But you have no right to. Do tell us more about your father. He was, indeed, the greatest botanist of his time in the British Empire. He worked together with Montague Dunn until the end of his life. He brought me in at the age of 12. Did he get on well with Mr. Dunn? No, I couldn't say that. They expanded Kew Gardens together, that was. And it was all my father's work, for Dunn always lived the high life. So Mr. Dunn was not helping your father? Oh, yes, he provided the financial support. And as far as he was concerned, that fulfilled his role. But the worst of it was, he declared himself as the master of Kew Gardens. Fame meant nothing to my father. So it was easy for Mr. Dunn to take all the credit. Так, Thank you, Mr. Hamish. We shall continue our investigation. опять напиздел, блядь, с реформой. Новый директор. Так,
Кто-то, сука, кого-то отравил, блядь. Так, мотив. Ага. Хэмиш начал. Ага. Похож. А куда ты, блядь? Так. Инфо. Я забыл, там Альберт на входе вроде был, но сейчас мы бабу опросим. Poor Mr. Montague Dart. В смысле? А про тебя не надо спрашивать? Чё нахуй? Как это? А бабе не надо про ее письма спрашивать ничего? Это у Альберта надо спросить. А где он, я хуй его знает. Альберт. Как принц, только не принц. Блять. Придурок. Кретин на ватане, я же говорю, блядь. Бежит на месте нахуй. Чуть спортивная площадка, бег на месте дохуя. Этих нет и отстающих. Красота среди бегущих, блядь. Первых нет и отстающих. Так, ты, флотман. Passionate? No, not really. I like ships, that is all. Are you quite sure? You do not seem to be so interested in plants. It's difficult, that's all. My future is here. Да, It's never been about anything else. Так, Надежда Альберта. And yet I know that the Royal Naval College rejected your application. Ah, you truly are as clever as they say. Yes, that's correct. And in fact, my father was strongly against the idea. He did his best to ruin my plans, although I almost did succeed. But my dreams were shattered, Mr. Holmes. Thank you, young man. We shall see. Унижатор. Мотив Альберта, да, был. Странные какие-то, блядь, эти, ну ладно. Что надо в архиве посмотреть опять? Так, использовать. Используйте Тоби. Пошли к Тоби. Я пойду посмотрю. Сейчас приду. Ща кость наложу, блядь.
Чпуньк. Чпуньк, чпуньк, чпуньк. Чпуньк, чпуньк, чпуньк. Так, Тоби. Тобик. Хуебик, блядь. Слышь ты. Пошли давай. Come on, Toby. We have some work for you to do. Let us go to Kew Gardens. Сейчас учихается эта собака. Поговорить с собакой. Toby, I wasn't aware that you were Watson's new literary... Поговорить с собакой предлагает. Вообще дурак, что ли. Let us take Toby to the laboratory. He will pick up the scent of this mysterious substance. Опять эта Search, собака? Toby. Search. Ну ёб твою мать, блядь. Пошли хули. Тыгдык, тыгдык. О, самооткрываемая дверь от собаки Науского этого, блядь. Гав. Даже гав нету. Тайник, блядь. Охуеть, за углом, блядь. Вот этот поворот. Congratulations, Toby. Now let us see what you have found. Вот, блядь. This is the bottle that was used in the laboratory. It was buried here. There is still some liquid remaining in the bottle, with gold flakes. A tiny caterpillar. Not surprising to see one in a garden, but at the bottom of a Тонкая bottle... гусеница. Че, блядь? Какая гусеница, вы че, блядь? Требует анализа. Да вы заебали, опять Бейкер-стрит идти. Так, пошли анализировать хуй. Let us determine just what we have found here. Let us pour liquid from the bottle into a test tube to perform an analysis. Так, из бутылки в пробирку. Это пипетка, да? Где она? Ага. Ага. Чё? A colorless, water-based liquid. Вдохнуть? Quite a strong floral aroma. Что рак совсем? Holmes, Пробовать на вкус. Что what are you дурак? doing? It has a bitter taste. What if it's poisonous? Did you ever see poison stored in enormous jars like that? Anyway, Ага, there is a блядь, заебись doctor придумал. nearby. So, what do you think it is? It is some kind of organic compound. Let us vaporize Как the liquid выпарить надо and его. see what happens. Let us determine just what we have found here. Small colorless crystals. Colorless, tiny crystals that are soluble in water, with a floral smell and a bitter taste. Watson, could you pass me that small bottle, please? Of course. Here you are. Holmes, do you know what it is? Wagner's reagent. There was a label on the bottle that you passed to me. No, Holmes, I meant the bottle that we found. Let me add the reagent and see if there is any sediment, and then I shall tell you. Чё, блядь? Реагент. Так, пипетка, реагент. Блять, мамкин химик. Куда добавить? А.
Ого. Нихуя себе. Что красный такой? Red sediment, just as I suspected. This liquid is of organic origin. Алкалоид, It contains жидкость, some органическая, alkaloid. золотая пыль. Most likely it is unstable, and that is why there is a quantity of gold dust to prevent contamination. This mixture is probably a fertilizer. Someone was carrying out unusual experiments in the garden's laboratory. Так, все. Искать в архиве. Будем искать в архиве. Эмблему какую-то. Ботаническую, блять. That Может, медицина? that is not. Капитал. Капитал. Что, блядь? Какой там 94-й сейчас идет год? That is. Протекторат Уганды. That. 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 Сады Сеймура. Так, лучший поставщик. Почвы, грунта, горшков, песка. Here it is. Мгм. Кто же знал-то, блядь? Все? Ай, блядь. А что дальше делать, я в душе не знаю. Just be... Найти еще какие-то... Блять, еще какие-то ключи надо. О, еще дырка. Да-да, локт, хуёкт. Сейф директора. Угу. Такой же принцип, да, 2 влево, 2 вправо. Три. 2 влево, 2 вправо. 3 влево. Видимо, 3 вправо. Или нет? Да, все понятно. 2 влево, 2 вправо, 3 влево, блин. 3 влево, 3 вправо. 4 влево. Раз. А, да! Нихуя неправильно. Так, 2 влево, 2 вправо. 3 влево. 3 вправо. Так, 2, 2, 3,
3. Раз, два, три, 4, 5. 5. Нихуя себе поворот. 2 влево, 2 вправо. 3 влево. Ебать, 3 вправо. 4 влево. Ёбнешься нахуй. Так, что-то открылось. Что там дают? Сейф директора. Ходит, копается в сейфе, блядь, в личных вещах, похуй. Письмо. Так, разочарование, письма, плачу. Плачу. Королевское учреждение, путешествие по миру. Защитить эти виды. Это реально закрепить разрешение эти растения за TQ Gardens. Ага. Жалоба. Мистер Даун. Вернуть нам наших сестер. Вы не имеете права держать их себя. Ага. Прячьте за ложью. Все сестры какие-то. Чё, блядь, за хрень? I suggest that we don't tell Miss Margaret White about this document. Долг мисс Маргарет Уайт, мистер Монтен. Рента за съем комнат, стипендия на учебу, кредит взятый в Гамильтоне, услуги портных, дома Рейтигана, ювелиров на Берт, сыновья. Так, денег не дали родители, дал денег этот пацан, блядь. Так, полностью зависели от денег. Ну что ли? Так. Искать в архиве. Да ёб твою мать, блядь. A photograph of Montague Dunn. Так, бывший директор и будущий директор. Шампанское. Champagne. Montague Dunn had good taste. Угу. Блять, еще горячий, сука. French Вену. wine. Дверь в кабинет. Ватсон. Ебать твой... Just be careful with the plants during your inspection. Так, стоп. Письмо. Маргарет. Оставить свою должность. Более не нуждаетесь в моей поддержке. Угу. Возвращаю вам свободу. Спасибо. Там их, походу, в заложниках держит, сука. Newspapers discussing Kew Gardens. Так, коллектив Kew Gardens, новый сорт ячменя. Морозостойкий сибирский ячмень. Мистер Мартин Хэмиш, умеешь культивировать этот сорт, расскажет о нем на пресс-конференции, которая состоится утром в следующий понедельник. Так, сейчас подойду, секундочку. Так, и конфету. Главное, конфету. Так, что там? Я сделал что-то, да? Найти растения, найти убийцу. Так, что там в архиве надо было посмотреть? Искать в архиве Times. Газеты по растениям, да? Дедукционисты, дедукционанисты. Ага. Опять?
всему признательность. Мгм. Капитан. Любовь. Я крут. Мгм. Там занесешь потом чемодан мне. Так, Таймс. Божественный синдикат. июня 1889 года. Ага. Так, божественный синдикат. Стали объектом административного разбирательства. Руководитель подозревает в финансовых махинациях против высокопоставленной или частной организации, ставящей целью защиту природы. Да. Угу. Все они так пиздят. Все они, блядь, одно и то же пиздят. And here is the Divine Syndicate's address. Perfect. It is time to find out what they have against. О, ты не разговариваешь, теперь рот у тебя не открывается. Опять не доделали, блядь. Да, пошли, божественный синдикат. Сюндю Катя. Синди и Катя, блядь. This place is beautiful, Holmes. FPS Its нет. atmosphere is remarkably soothing. Let us find someone who could help us. Ну ладно, будем без FPS играть, всем похуй. Так, где там этот человек, какой там разминающийся, что он там делает? Гуру. Good day to you, sir. My name is I am exalting the sap. A while can you wait? From the trace of elements and moreover from the quality of the ambient geotropism it depends. Therefore, please, mind my gravitropism. Its balance, do not disturb. Disturbed is most definitely the word. There. Completed is the symbiosis. Welcomed you are. To introduce myself, I shall. I am the Green Grand Mystic. The Green Grand Mystic himself. This is me. Who am I speaking to? We are two gentlemen who are extremely interested in the vegetation philosophy that is advocated by this establishment. Listening to you, I am. Осмотритесь. We should like to take a look around, to immerse ourselves in the wisdom that emanates from here. Ну да, рассказывай. It is a school of anastomosis, the divine scholastic syndicate for vegetation veneration and meditation. Oration, The divine syndicate. Glory to the eukaryotic. Only true devotees, those whose hearts are ready to spermatophize in sharing of knowledge, are permitted to physically enter our vegetable kingdom and its wisdom. And to be permitted, you must earn it. Yes. Ваши горшки. We visited Kew Gardens, and we found your symbols on their flower pots. Coincidence, I am thinking. They would scavenge our refuse. It would not surprise me. It was merely an observation. Вот пиздобол. К чему готовы-то? Готовы. Green Grand Mystic, we are ready to become великий учитель. and gain access to your temple. What is the name of our Lord, our God King? Каково имя нашего господина Верховного Божества? Треван. Our God King's name is Trewan, Green Grand Mystic. Oh la, good, I like you. Here is the holy key to the wisdom. Святое пожертвование. Начинается, блядь. Гони бабло. Thank you so much. I pray you to taste our fertilizer substance. From the burdens of life it helps to free. But of course. От бремени жизни. Raw sap, it is called. It is near the entrance. Не это, а у этого. Так. Эмблема на
Вот я сразу заметил татуировку какая-то странная. Grand Mystic. Так, не та кнопка. О, великий учитель. Так, мозоли. Слотный ожог занимается химией. Ага. Well, we will leave you to your meditation. Нахуй. Ключ от храма. А ёбнуть в гонг не надо случайно? A fragment of a flower pot. Fragments of a flower. А, вон он, блядь. Мишка что? Мишковина. Ой, блядь, горшки. Оп. The Вот Kew Garden. А, вы поменялись горшками. Жулье, блядь. Можно ёбнуть в колокол? О! А ты покажешь мне кунг-фу? Osmosis and photosynthesis. Чё, блядь? Видимо, не покажешь. This must be Trewan, the Divine Syndicate's god. This door is locked, but I can try to open it. А. О. Не, хуйня какая-то, подожди. О. Чё, блядь? Не так. О. Да что, блядь, в смысле? Может, там еще какая-то есть? А-а-а.
Нихуя не понимаю. Там снизу есть. Ой, здрасте, блядь, это что такое? А, еще одна есть. Ёб твою мать, это что такое за хуйня вообще? Аллилуйя, блядь, нихуя как сложно ёбнешься, блядь. Фу. Ебать, там этих кусков. Вариаций. Так, тарелки для курения. These instruments are used for smoking opium. Ну, понятно, блядь. В таких местах без такой хуйни, блядь, не это. Не обходится. This substance is an alkaloid, the same as in the bottle we found in the bushes at Kew Gardens. Так, это что за... This cabinet is full of chemicals. They are the same as the ones we found in the laboratory at Kew Gardens. That would be enough to perform the most difficult of chemical experiments. Что там? Шипит, кипит, блядь. Блядь, объебушки какие-то опять. Все? Серьезно? Спросить. А подожди, спросим. Osmosis and photosynthesis. Анус. А, это вход. Еще один вход. Который тоже выход. The list of plant friends and benefactors. Lawyers, well-known manufacturers, political leaders. Ясно, понятно. Osmosis and Террариум. Caterpillars. They are raised as food for certain plants. Let's take them. A tropical plant. Nothing of interest. A tropical plant. Nothing of interest. These three plants are identical to the ones shown at the exhibition. I shall take them. Ну, короче, спиздили, понятно. Адаптировали. Мисс Уайт и мистер Дан недавно поссорились. Монтега Дан планировал уволить мисс Уайт из Нью Гарденс. Ага. Провести эксперимент. Сейчас пройдем. Все? Нахуй.
Perfect, Watson. We can begin our experiment. Ты еще, блядь, при этом ходить мог? A tropical plant. Nothing of interest. A tropical... A tropical... A tropical... Нихуя интересно. А что бы... Стол с чем? Там стол какой-то появляется, алло. Это не оно. Вот. Что это? Почему оно так? Стол с наркотиками. Ага. That should be the raw sap that the Green Grand Mystic spoke of. Rather delicious. And of an excellent quality. Придурок, ты My все word, жрать? Holmes. Their sap is like a form of cocaine. Охуеть, блядь. Ватсон, ты ебнулся. Все жрать будешь подряд, сейчас помрешь еще здесь, блядь. У меня там что-то доктор есть. Слышь, объебышь, блядь. Do you have friends at Kew Gardens? None. Not worthy. Да. Это не я. Эмблема Kew Gardens, что на горшках, блядь, придурок. Nevertheless, we have seen Kew Gardens flower pots in your yard. Подбросили, видимо. How could they happen to be there? What? Our sacred place you permitted yourself to search. Sacrilege. О, No, really now. There was a theft of plants at Kew Gardens a matter of days ago. And we believe the pots we found here may be connected with it. Please tell us, were you involved? No. Those plants were ours. They had stolen them from us. How so? Their director, Dump, I believe. Done. Yes, that's what I said. He borrowed from us 3 of our sisters for the exhibition at his Хорошо, green-fly-infested gardens. But he never gave them back to us. Excuses and imbecility. So we went in and saved them. I see. So, if you stole those rare plants from them, then it means... Ah, I get it. Bravo, Holmes. I think the case is solved. No, we did not steal. We saved. Well, as a matter of fact, we were unable to find our 3 plants. I beg your pardon. And yet you took all of the exotic plants from the stand. They had disappeared. It was the least we could do. They stole our sisters, and so we stole theirs. чё нахуй? Well, we will leave you to your meditation. Кошмар нахуй. Так, исчезновение. Воры из божественного синдиката. Да что, блядь? О. Секта украла все избирательное. Все, кроме... Ну, давай попробуем избирательную пока что кражу. Все. Сука, что-то не так. Возможно, он не пиздит. Там что-то горело. Ну, короче, он спиздил не 3, а все остальные, блядь. А этих ему не досталось, потому что они их куда-то скинули. Так. Требует анализа. Венера, плотояд, мы пошли. Проанализируем. Анализис. Тоже, блять. I imagine that one of these Выебал plants would be ложечку. capable of releasing a toxic vapor. I need to find out exactly how it could be done. I shall begin now. Watson, if you are at all optimistic to have dinner this evening, then I'd recommend that you put on the gas mask. Блять, а какую взять-то? Давай возьмем, допустим, самую правую. Понять надо, как она это делает. А я чё, блять, рыжий-то хуя?
Но, скорее всего, ее вначале надо накормить. Кто это? Карлина пьяная, Венера плота. Давай плотоядную накормим. I find the behavior of predators utterly fascinating. Так, теперь тебя. How interesting. Ох, ебать. What a strong and effective defensive mechanism. Нихуя себе, а это что делать тогда? Да, ну это явно центральный. Так, теперь алкалоид. Ну-ка. It appears to open after being soaked with alkaloid. А, и теперь надо положить гусеницу ей, да? Нет, ей похуй, бля. А, да? Closed again. I believe I saw a small cloud of gas. I wonder what secrets this plant is hiding. Perhaps if we agitate it to a greater extent whilst it is opened, it will reveal a little Простимулировать more. таким образом. I am interested in what might occur if the prickly plant should shoot at it. Колючее растение попадет в другое. Так, давай слева сначала посмотрим, что она делает. This plant becomes inactive after being drenched with alkaloid. Что там сделать надо было, блядь? Я вообще провтыкал, как всегда. It appears to open after being Ну и soaked with потом что? alkaloid. Чё? Если вот так. This plant seems to have had no. А, да? Давай мы их местами поменяем. Положим на нее гусеницу, чтобы она не This страждала. plant seems to have had. Toxic gas with spores. Extraordinary. Охуеть. А, чтобы не сожрали гусеницу. Все понял. The plants would be capable of killing only if they were directly next to the victim and stimulated at precisely the right moment. Let us take our caterpillars to the Colonial Collection Room. We may see things more clearly there. It is too early, Watson. Our suspects will be there. Let us investigate Kew Gardens one more time and ask some questions. Блядь. Так, амбиция Альберта. Да, не хватало. Ты чё, блядь, он чё тупой? А если хватало, ну подожди, давай посмотрим. Допустим, хватало, но я сомневаюсь очень сильно. Ничего не меняется. Ну, мне кажется, недостаточно опыта. Так, дальше длительный расчет. Так, все построила секта. Ты что, угораешь? Не, охуеть. Все, нет. Теперь можно. Допустим, он знает. Там учебник лежал. Мог подглядеть. Да, она убила Альберта. Да, ну нахуй, что долбоёб. Допустим, секта. Секта украла все. Чтобы спиздить и убить всех нахуй. Так. Чё, синдикат? Да, не, тоже хуйня какая-то. Ну давай пока вот так.
Так, а если вот так? Да, она убила Альберт. Да не, да она убила баба это, блядь, ебаная. Или тот, где он, Хэмиш или Хэмиш, скорее всего Хэмиш. Так, нет, я остаток опыта, избирательная кража убийства. Хуйня. Или Уайт. Уайт сильно умная. Ей бы это ничего не дало. Хуй знает. Так, что там делать-то надо? Поговорите со всеми подозреваемыми. До эксперимента в комнате с колониальной коллекцией поговорить со всеми. До? Какая нахуй разница? Хаймиш всех убил. Всех так. Хуйня это все, блядь. Блядь. Так, слышь ты, как у вас-то получается всех убивать, чтобы никто ничего не догадался? Can you tell me if you saw Mr. Montague Dunn on the day of his death? Yes, of course. I met him, and we went to see Albert, his son, at around 9:30. He appeared quite calm. What were you doing on the morning of the accident? After paying multiple visits to Albert, I had a little talk with Miss White. Then I returned to my desk to complete some paperwork. Suddenly I observed that Mr. Dunn was not feeling well, so I ran immediately to fetch Albert. I clearly remember that it was around 10:30, for I was late that morning. Thank you, Mr. Hamish. We shall continue our investigation. Your father's death does seem highly suspicious. What were your movements here on that day? Suspicious? Well, I was working in the seed house, taking care of something, or Lear Pontus, or... No, wait. Ah, these Latin names. And I spent so many hours trying to memorize them. Did you see your father that Ну, day? тупой, понятно. Хотя, может, Came here with прикидывается. Mr. Hamish for his weekly visit. There was nothing unusual about that. And then? Nothing. They stepped out to the backyard. It was perhaps 20 minutes before 10 o'clock. Then about 10 minutes later, I saw my father heading for the dry tropics room while Mr. Hamish returned here. And Mr. Hamish and Miss White, what were they both doing that morning? Mr. Hamish visited me a couple of times. I also saw him returning from talking with Miss White, and that was at 10 minutes past 10. But then he ran back here to me to tell me that my father was feeling unwell. We hurried across to the water lily room, and I found my father lying dead on the floor. Да-да-да. Oh my god. Умагат. Thank you, young man. We shall see you again soon. А если он спросил у бабы, например, если я сговор вдвоем их. Сука, хуеплеты, блядь, никому нельзя видеть. Блядь. Огромный сад, где собаки сад. Куда ты? Ты что совсем, блядь. Так, женщины. Вы убили всех. Непонятно зачем. Can you tell me what Mr. Dunn was doing upon the day of his death? I can, but there is nothing very special to say. I was in the laboratory when I saw Mr. Dunn heading towards me. Tuesday is the day of his weekly visit. It was supposed to be at 9, but he was 10 10 минут minutes задержался. late, as usual. And then? Well, he came in to say good morning. Then I saw him spend 2 or 3 minutes by the plants outside the laboratory. After that, he ran out in the direction of the nursery, where Mr. Hamish was working. He was always in a rush during the inspection, you see. I would pity anyone who stood in his way. And that was the last time you saw him? Yes. I stayed in the laboratory until 20 minutes to 11, when I heard the cries of Albert and Mr. Hamish from the large glass house. I joined them as soon as I could.
for I knew that something must be very wrong. What exactly were you doing in the laboratory? I was recording an experiment for my thesis. I only stopped my work once when Mr. Hamish visited me briefly around 10 o'clock. You say you were recording an experiment when the tragedy occurred. Might I listen to the roll? Certainly. Please do. You will find it in the laboratory. It is number 320. Thank you, miss. Я же слушал уже, по-моему. Everyone has gone, Holmes. The way is clear. Так, подожди, все ушли. А послушать-то можно? Правильный ход событий. Вдыхай споры. Так, выдыхает споры. Вырывается из комнаты. Что потом делает? Так. Нахуй выдыхает. When Montague Dunn was standing close by the plants, the caterpillars were released and caused the deadly spores to activate. Panicking, and likely already half asphyxiated, Montague Dunn started back and knocked over the bust. He rushed to the door, but it was locked. He had to force it open with his shoulder. We already know the outcome. Montague Dunn collapsed and died not far from the pool. Well, it is time to perform our experiment on the ventilation system. The caterpillars could only fall from the ventilation duct. Our caterpillars are in place. I'll activate the ventilation system so that they fall down. Watson, stay here and observe. All right, Holmes. Включу вентиляцию. Где он включается-то? Я что, его что ли? Лево куда-то? Твою мать. Блять. Сюда что ли? Думаете, я ебу? Где она включается, это ваша вентиляция? Блять, ну явно не здесь. Или не явно, блять. А нет. О. А, точно, механизм на улице же был. Так. Угу. Что это? The power is on. The engine has started. The ventilation system is working. Ватсон, подожди меня. Dry tropics. Что вы говорите, блять? Now we need to see if we can activate the fans from Mr. Hamish's and Albert's space.
А, ты же нихуя ж себе ж. Мистер Хэмиш. Знать бы еще куда идти, блядь. Блядь. Где работают или прямо сейчас где находятся? Вообще никого нет, блядь, серьезно. Так, допустим, вот сюда заходим. Что нахуй, ничего не понимаю. Excellent. This ventilation fan is working. Let us see if I can activate the other one. We can see the interior of the Colonial Collection Room from this window. Вот там Ватсон стоит. Отсюда можно, да, где баба эта стояла? Или что там, где она тут работает обычно? О. From here, we are unable to see the interior of the Colonial Collection Room. Perfect. Now I just need to find Watson to check the result. It works perfectly, Holmes. Bravo. Now, if you could just help me with these caterpillars. Perfect. Now we know how the murder of Montague Dunn was carried out, by activating both Albert's and Mr. Hamish's fans. But only from Mr. Hamish's workplace would it be possible to see when Montague Dunn entered the Colonial Collection Room. Так, пойду-ка я приду. Так, что там у нас делать-то? Так, смертельный расчет. Вентиляция. Да, мог. Мартин Хэмиш. Украсть. Так, активировать экстракцию. Организуйте арест. Блять. Let's go to Scotland Yard.
Мартина Хэмиша. Ой, это типа за кражу растений или это за убийство? А баба что, не алё? Верховный зеленый мистик, странный тип, китайская татуировка, шрам на левой ладони. Занимался химией. Так, только от бабок зависит. Пошли в Скотланд-Ярд. Я не понимаю. Там еще одна осталась улика, да? Да, учу. А, вот, еще одна улика, ебать, серьезно. Да, хватало. У нее-то как раз вот у нее-то и хватало. Могло быть недостаточно, да, нахуй хватало стопудово. Продолжайте расследовать. То есть не конец, да, еще? А баба что, не пойдет, да? Ну я хуй, может я ничего не доделал? Арестовать, говорит, Хэмиша. Хотя вообще-то он как директор. Ну я хуй знает, баба тоже неплохо так получилось бы. Ага. Опять посадили. Мистер Холмс. Mr. Holmes? Мистер Холмс. Кого там ресторану надо? Куда идти болеть? Ну, я знаю, где есть придурок. А, вот. Придурок. Inspector, I believe that Martin Hamish is guilty of the murder of Montague Dunn. Aha! I knew it. Да, правильно. А ну бабу в это время спросим. Very good. I shall wait to hear from you. Inspector, I came here as quickly as I could. Martin Hamish is in the large glass house. There's no need to hurry. Найдите убийцу. Арестуйте Мартина Хэмиша. Martin Hamish is... What should we... Арестуйте Мартина Хэмиша, но найдите убийцу. Все равно висит. Охуительно. Так, я знаю, кто это. Что, где этот придурок? Да не этот придурок, блять, а другой придурок. Где баба, я спрашиваю? Большой оранжерея. А где большая оранжерея? Вот это что ли? Как мне тут зимой, блядь, зимой же холодно.
Water lily. Может, вот так пройти порой попроще будет, не? Где там, блядь, ебучая большая оранжерея? Я что, ебу, что ли? Water lily. Так, о, пальма. Holmes, my God! Yes, we found him like that. Our messing around with the ventilation system didn't go unnoticed. Mr. Hamish realized that we knew. Inspector, could you arrange the body, please? I should like to examine it. Интересный поворот, блядь. Хладнокровная баба, еще этого повесила, ебану. Сейчас он скажет, это не я, да, логично. Блять, еще бы знать, где веранда, ебаный рот. Да, эта баба всех убила, вы чё? Жесткая какая шлюха, блядь. Может быть, он вот тут? Павильон семян. Nursery. Веранда, бля. Nursery. Mr. Holmes? Mr. Holmes. How? А, блять, вот веранда-то, ёпта мать. Так. The mark around the neck is very visible. He died instantly. Holmes, his left shoe is unique. This anomaly is often a characteristic of... A club foot. Bravo, Watson. That is the key element of this case. Косолапость. Письмо Хэмишу, так. Жизнь сущая, данный слово смерть не могу просить. Были жертвы, должны идти, я сделаю здесь сейчас прощайте. Интересно. Косолапость. И чё? Могу бежать. Наконец-то. Наконец-то, блядь. Что?
Да-да. Кто бы это мог быть? Something about this rings very oddly. Why do you say that, Mr. Holmes? Why? Because of Mr. Hamish's club foot. Oh, I deserve to be kicked from here to Charing Cross. I should have noticed it. But, Mr. Holmes, I can't see why. No, I don't suppose you do. You must recall that Mr. Dunn was locked inside the Colonial Collection Room by the murderer. If it was Mr. Hamish, he would have had to run up to his workplace to trigger the fan situated above it, taking into consideration the condition of his foot. Well, it is still possible. Perhaps, but it is rather strange that such a person as Mr. Hamish decided to base his plan on the speed of his gait. You mean to say that somebody helped him? So the suicide is questionable? Correct. Mr. Hamish accuses only himself in his letter, and so the investigation stops. Possibly an accomplice, then? That idea had not occurred to me, Mr. Holmes. I have another idea, Inspector. Thanks to the testimony that we have collected, we are able to rebuild the events as they took place that day. With a timeline, such as we did in the Jack the Ripper case. Precisely. The map at the entrance of Kew Gardens should help us with our timeline. Let us analyze the facts and statements so that we may recreate the events of that morning. Так, Мартин, Хэмиш, Монтегу, Дан отправились на встречу с Альбертом в павильоне Симан 9:30. Так, 9:30. Без 20:10. Опять вернулся в павильон семян. Хэмиш ушли на задний двор. Хэмиша Альберта. Блядь, нихуя не понимаю. Так, давай еще раз. Хэмиш вернулся от мисс Уайт. 10:10. Сюда. Хэмиш вернулся. Вот так. Хэмиш разговаривал с мисс Уайт. 10 утра. Хэмиш Альберт. Снилась книга. Так. Монтега Дан в комнате с сухими тропиками.
9:50. 9:50. Дан и Хэмиш ушли на задний двор. Во. Хэмиш вернулся в павильон семян. Правильно. Так, да, так, попробуем. Чё? Так, дальше. Чё нахуй? Дан возобновил инспекцию 50. А вот сюда, наверное, да? Ага, давай еще раз. Оп, оп. Ага. 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 Let us summarize. Montague Dunn was poisoned inside the Colonial Collection Room. He forced open the door, which means that someone locked him inside there at 10:20. Martin Hamish was last seen at 10:10. This means that he has approximately 10 minutes to lock the door of the Colonial Collection Room. Given that he was club-footed, it is doubtful. Albert also has 10 minutes to lock the door of the Colonial Collection Room, which is quite enough time. Miss White was last seen at 10 o'clock, which means that she had approximately 20 minutes to lock the door. More than enough time. Perfect, Watson. Now, let us ascertain who assisted Martin Hamish in killing Montague Dunn. Может, хватило бы. Это... Ну так, давай. Короче, баба виновата, если что. Чё? Нет. Мартину помогала Уайт. Конечно, Уайт. Блять, я чего тут? Сука, моралист, анонист, хуя или чё, блять? Мартин Хэмиш до самоубийства довела. Хэмиш пытался спасти ее и сама того этого. Так, нахуй. Угу. Казнить нельзя помиловать, блять. But Holmes, how can you be certain that we'll find Miss White here? It is obvious, Watson. Just use your brain. I am using it. Нет, да, нет у тебя мозгов. Use it. Now that the rope has tightened around Martin Hamish, Miss White must act to erase all traces of her implication. Я еще там сжигала After противогазы the всякие. suicide of her accomplice,
There is one final trace remaining. The deadly plants of the Divine Syndicate. She will be there. Very good. Shall we go? Just one moment. Рановато. Now listen to me, Watson. I shall see her alone. You will conceal yourself behind her. Quietly. Whatever are you planning? Nothing spectacular. The impulses of women have always been a mystery to me. But she is a bold one, and so we must be cautious. All right. You can count on me, Holmes. Mr. Holmes, good day to you. You do not seem surprised, Miss White. Well, I was expecting you. Not for too long, I believe. So please tell me, as it is still unclear, who planned the murder? Was it you? You were wrong, Mr. Holmes. It was Martin Hamish, then. You managed to convince him to take on a more prominent role. You could not be further from the truth. You think that you can fool me? You don't care what I think. It is difficult to care about someone who is capable of pushing a man to Там his планер suicide. такой. It is over, Miss White. The police will be here any minute. Over, perhaps. One moment you were here, and the next, you were on the other side. The other side? No! Stop! Пшикнуть сейчас его в бубен. I beg you not to do this, Miss White. Don't come any closer. Можете в руку стрельните. Please remain calm. We can help you. Not one step further. Don't try to stop me. Может, ну и нахуй. Stop this foolishness. You cannot truly want to die. No, it's too late. Блять. Опять я кнопку не нажал. Ну и понятно. Блять, там дают полсекунды, это же меньше нахуй. This is tragic. Да хуй с ней, все равно подсдох. Are you able to do anything? I'm afraid not. The poison has been fulgurating. Her heart Да, stopped бедная. instantly, poor child. Давай попробуем еще раз. Да. Оказывается, реакцию какие-то задания есть. Нихуя там четверть секунды дают, блять. Я вам что, супермен что ли дохуя? Так. Да, расстрелять всех нахуй. Так, бла-бла-бла. Мгм. Мгм. It is the other side. I beg you not to do this, Miss White. Don't come any closer. Там как-то момент какой-то надо или просто We тыкать? can help you. Not one step further. Don't try to stop me. И третий раз тоже будет. Stop this foolishness. You cannot truly want to die. No, it's too late. Мгм. Well done, Watson. She was not faking. Miss White, you have no right to take your own life. Dr. Watson? Did you just save me? Or worse? Может, расскажет. Или ей похуй. Мгм.
А показать, блядь. Прогулка в лунном свете. Ебать тут этих дел. Сколько он там-то игра весит, блядь? Терабайта 3? Where are you going, Holmes? Что, блядь? Been invited somewhere? We Я have been думал, invited, всё. Watson, We have. Where to? to the Baker Street Irregulars' annual dinner. They sent us an invitation. It is on the table. A dinner? How could those street urchins afford anything Животное like that? пожрать. I can't understand your interest in them, Holmes. They're dirty. They wouldn't hesitate to steal your wallet. They... Watson, you should be excited. It is a secret dinner. Its location changes every year. Read the menu. Sounds mouth-watering. All right. We, the secret police of Baker Street, invite you, Sherlock Тайная Holmes, полиция. Dr. Watson, to our annual dinner. Watson. Menu, entree, frozen rat head salad. Is this a joke? Not at all. Pray continue. Main course, sow's udder in Danny Nutcracker's way. Чё, блядь? Ah, sounds disgusting, Holmes. Hedgehog goulash. Гуляш Stewed ешь. turnips in homemade juice. And it goes on. Ah, I can hear them on the stairs now. Well, we can't go there. We can't eat that. Watson, you'll hurt the feelings of those poor children. We have to go. Oh, Mr. Holmes. It is fine, Mrs. Hudson. Mr. Holmes! Wiggins, Dr. Watson is getting ready. He will be delighted to join us. You don't look well, my young man. Is there something wrong? Don't tell me the dinner is cancelled. Mr. Holmes, it's my brother Leighton. He's in a prison cell. They say he's killed 2 men. You have to help us, Mr. Holmes, because I know he didn't do it. Where is he now? From what I've heard, they took him to the yard and they gave him a good beating already. You know what they're like. They'll hang him. They won't look any further. Holmes, we have to help him. And forget about the dinner? Wiggins, I'll take the case. You're fantastic, Mr. Holmes. I'll be waiting for you at the crime scene. You'll be there, right? It's on Half Moon Street in Whitechapel. Very well. Ой, еще бы не хватит, мне 2 раза там помог, заебись так. Пойдем спросим вначале, что там происходит. Как гуляш из-за ежика, блядь. Крысиная жопа. Mr. Holmes, whatever brings you here so late at night? I'm interested in the case of young Leighton Chapman. He was arrested early this evening and accused of a double murder. I beg your pardon? That case is quite clear to the police. Or are there any new facts that we don't know about? Who knows, Inspector? Look, you are free to investigate, of course, Mr. Holmes. Chapman was arrested with a revolver in his possession, which you can find in the evidence room. The suspect himself is in custody. Did you find anything else on his person? A few personal belongings. Nothing particular, Mr. Holmes. Thank you, Lestrade. Поподробнее бы, блядь. Нет, тот хмырь сказал невиновен, значит, наверное, невиновен. Пойдем посмотрим, что у него, блядь. Где там это, блядь, ваша комната ебаная? Блядь, не она опять. Так, что за говнище? Валера синий какой-то. So this is the gun that Leighton was holding when he was caught by the police. It is a Webley revolver, a reliable weapon. Так. It Нормально. seems as though the shells were not removed from the cylinder. Two out of the 6 shells have been fired. There were 2 shots. A cheap watch, bought with his own money, no doubt. A cheap watch. These cigarettes are filled. Сигареты, часы, Валер. Даже, сука, беспризорник. Тебя уважает, купил себе часы карманные. Так, что там, куда?
А, это алкашка-то ебаный, блядь. Пошли сюда. Ура, трупики. Please, gentlemen, leave the scene now. Oh, О, Mr. здравствуйте. Holmes. А это я. Is that you? Good evening, Constable... Constable Marrow. I was here with Inspector Constable. Aveline during the Ripper case, Mr. Holmes, back in '88. But then this is nothing like that case. With this one, we've got the murderer, the weapon, and the statements, which speak for themselves. Of course, Marrow. But you know that appearances can sometimes be deceiving. Так, жертвы. Who were the victims? The two men here, both shot. The stat fellow was Brian Vacotti, a well-known ruffian. The other, Kenneth Butler, a jeweler by trade. Бандос, ювелир и беспризорник. Как они все связаны? You spoke of statements. You have witnesses? Well, I was there, so I gave my own statement. And then there were two other witnesses who said they saw the killer Chapman. Mr. Turner, a gentleman who lives in that flat over there. And Polly Powell, a flower seller, who was over at the far side of the street. So, Constable Marrow, I should be delighted to hear your testimony. I was standing at the north side of Half Moon Street. That was the side that you came from. But you would have been unable to observe this part of the street, where we are standing now. That is correct. But I saw the two victims slowly enter Half Moon Street, and then shortly after, the fireworks started. A few minutes after that, the fellow Chapman rushed towards me and ran into Half Moon Street. Please continue. I didn't pay attention, but suddenly I heard a woman's cries and police whistles on the other side of Half Moon Street. I rushed over there and I saw the two dead bodies on the ground. When I reached Whitechapel Street, I saw Leighton Chapman. He'd been caught by two police constables. Фейерверки. What were the fireworks in honor of, Constable? Well, today's Queen Victoria's birthday, Mr. Holmes. Yes, I appear to have lost track of the days. It is May now, of course. Выстрелы. Did you hear the shots? I didn't hear any shots. The fireworks were all over the sky. They were so loud I couldn't hear anything else. Constable Marrow, what else caught your attention while you were running through Half Moon Street? I saw nothing but rats, and I took the time to light every corner with my lamp. Did you happen to look up at Mr. Turner's window when you were on Half Moon Street at that time? Yes, I saw that the window was open, but no one was there. It was dark in the room. Constable, your statements have been of great value to me. I'm always wondering what's on your mind, Holmes. Так, цветочница. Кто второй был? А, какой-то там этот. Житель дома соседнего. А. Что? Что за хуйня, блядь? Что за хуйня, блядь? Что за магия, ёпта? Ёпта. А, во, это ты, да? Так, давай тебя спросим. Тернер. Good evening, Mr. Turner. I heard Constable Marrow reply to you as Mr. Holmes. Are you that detective, gentleman? I've heard of you. And, well, I know things about this evening. Excellent. Might we hear your story? Could you tell us everything that you may have seen or heard? I was already in bed when the fireworks started. A few moments after, I clearly heard two gunshots from outside. Please continue. I quickly got up and I grabbed the lamp from my nightstand and I rushed towards the window. I looked down and I saw two bodies. And there was a man with a gun who was standing nearby. Where exactly? Well, near this body. Did he notice you? I don't think so.
He rushed towards Whitechapel Street without looking around. Два разных выстрела. Were the two shots you heard consecutive? Yes, there was a very short pause between them, and they sounded different somehow. It seemed to me that the second shot was louder than the first. That is an interesting comment. Mr. Turner, did you see anyone else in the street? No, I saw no one but that man, the murderer, the fellow they caught. Два разных выстрела из одного и того же Валеры. Mr. Turner, what were your actions after you stepped up to the window? I was afraid that the man with a gun might return, so I stayed close to the window till I saw the policeman coming in the Half Moon from Whitechapel. Then I walked out to tell them everything I saw. Так, а нахуй мне его внешний вид нужен? Так, два разных выстрела. Медалька. Балаклава. Крымская война. Ветеран войны. Так. Нужна поддержка. Больная нога. Хромота. Так, ветеран войны. Хромота. А все? Хватит. Руку бы мне показали. Бы. Не хватает пуговиц. You have helped us a great deal, Mr. Так, Turner. два разных выстрела. Что за хуйня? Разные выстрелы. Так, что за хуйня? Выстрела было 3. Сначала прозвучал одиночный, затем 2 одновременно. Скорее всего, разные, вот поэтому. Так, подожди, реконструирователь, блядь. Надо по вторую попросить, спросить. Что она там? Как можно видеть с другой стороны улицы что-то? Слышь ты, блядь, глаза ставь. Mrs. Powell? What do you want? My name is Sherlock Holmes. I'm assisting the police with their investigation of the crime that took place this evening. Well, I've already gave my testimony, but very well. Так, рассказывай. Could you tell us everything that you may have seen or heard? Yes. I was selling my flowers as usual, and then the fireworks began, in honour of Queen Victoria. I enjoyed those. But then, all of a sudden, a young lad ran out of Half Moon Street and stopped just by me. He had a gun in his hand. He was like a ghost, and all covered in blood. It was dark, but I could see him, because of the flashes from the fireworks. And then? I screamed as loud as I could. I knew that a policeman should be on duty in the vicinity. He had no time to escape. 2 constables got him. Then another constable came out from the very same street, and I heard him talking of a horrible murder. Так, выстрел. Mrs. Powell, did you hear the gunshots? I'm not sure. You know, what with the fireworks? Так, что-нибудь еще? Did you see anyone else leaving Half Moon Street prior to or at the time of the crime? No, sir, I did not. Even with all the fireworks, I was very attentive, as I'm always on the lookout for customers. My thanks to you, Mrs. Powell. А, то есть мужика он смотрел, а бабу не хочет, да? Ладно. Чапман. Мнение Тернера. Темное окно. Как-то. Странно. Так, общее заключение. Чапман единственный человек. Ага, ничего не украл. Может быть. Но он не стоял. А эта бабка. Нет, хуй так. Почему он... Что это за галочка?
почему она так именно выглядит. Пока что ничего не понятно. Так, реконструировать сказали, да? Спросить у Тернера. Ага. Выстрелили друг в друга. Так, пошел я пасу, сейчас приду.
Так, я нашел себе немножко винограду. Ой, блядь. Сейчас наебеним. Кто-то пиздабол. То есть они друг друга выстрелили. 3 выстрела было, блядь. Так. Mr. Holmes, did you see my brother at Scotland Да. Yard? Is he all right? Подожди, я тут занят. Я пиздоболов ловлю на пиздоборстве. Так, что пиздишь? Пиздобол. Mr. Turner, you have stated that you remained close by your window after the crime, is that correct? Oh, yes, Mr. Holmes. I stayed at my window until the policeman arrived to examine the dead bodies. That is very interesting, Mr. Turner. Constable Marrow stated that he did not see anyone at the window when he was running through Half Moon Street. Well, I think Constable Marrow and Ah, me, no. we might have been distracted by the whistles and shouts coming from Whitechapel. We could have missed each other somehow. You understand what I mean? It was a bit of a stressful Разминулись. moment, to tell you the truth, sir. Allow me to form my own theories, Mr. Turner. Would you mind showing me the view that you had from your window? Not at all, Mr. Holmes. Please, follow me. Mr. Turner appears to live very modestly. Окно. So, that's the view Mr. Turner had when he opened the window. Brian Vercotti's contorted corpse. The dead body of Kenneth Butler. Mr. Turner had a perfect view of the crime scene. He saw the bodies clearly, and Leighton Chapman standing over them. Anything else you would like to know? This kitchen knife. There are pieces of shredded paper scattered over the table. This kitchen knife was used to cut the paper. This fire is dying out. It was last tended to over an hour ago. This fire is dying. Огонь зала. Письмо. The papers are almost entirely burned. I am unable to see what's written here. These words are illegible. The papers were thrown into the fire just a short while ago. The books on this shelf are in a mess. It looks as though Mr. Turner was trying to find something in a hurry here a short while ago. This walking stick is broken. It was placed here quite А не пиздобол ли ты часом? Что ты хромаешь, блядь? Требуется улика. Улика требуется. Mr. Turner was roused from his bed by the sound of gunshots. Ганшотс. Охотникам шотс, блядь. Почему у нее трость поломанная? Anything else you would like to know, Mr. Нахуй. Требуется улика. Какая улика-то? Книжку он сжег зачем-то. Нахуя? Может быть, это вот эта книжка? Нет, не она.
Требуется улика. Ну, отсюда он вышел, значит, тут улик быть не может. Anything else you would like to know, Mr. Holmes? Ебать, тут заданий. Mr. Holmes, I had no doubt about this case. He tried to stop the bleeding with his hand. Death was not instant. Значит, кто-то ёбнул ему грудину. The bullet penetrated his stomach, a dreadful wound. И он успел с Валера стрельнуть в ответ. Либо кто-то успел стрельнуть. Brian Vercotti suffered greatly. What a terrible way to die. A tattoo from Westgate Prison. Vercotti must have done some time there. A piece of wood that has stuck between the cobblestones. А вот и кусок Let's take a closer трости или трости. Ну, конечно, блять, кто бы сомневался. This shard of wood is quite new. The bullet struck his head. This man didn't stand a chance. This is an ordinary key. I wonder what kind of door it opens. Так, ты. Так, да, ну убийство. Может быть, может быть. Но это не факт. Прям совсем не факт. Пойдем посмотрим. Выбрать стрелка. Да? Возможно, они пиздели громко. Ну, что, блять, пошли посмотрим еще раз. Где вход-то этот, блять, ебать. Так, подожди, надо у парня этого спросить прикольную хуйню. Какого хуя его трости кусок делает, блять, снизу? Возможно, их трое было. Где она там? Вот она. Требуется, говорит, улика. Понятно, какая даже. Оп. Perfect. So, Mr. Turner broke his stick when it became stuck between the cobblestones. He did not mention that he was so near to the victims. Anything else you would like to know, Mr. Holmes? Определите, кто это мог быть. Я что, ебу, что ли? Brian Vercotti. А, это ему в живот стрельнул. Подожди. Вот ему хедшот повешал, блядь. The bullet struck. Bullet strike.
Подожди-ка, если он попал сюда. I'm always wondering what's on your mind, Holmes. Стена. I am unable to see any higher. I need to find something to lift my lamp. Посмотреть надо, может быть там сзади дырка от пули в стене. Посмотрите, тогда кто 2 раза стрельнул. So, Mr. Turner... Подцепить лампу. Блять, а чем ее подцепить-то может? Я же откуда знаю-то? I'll do anything to save my brother, Mr. Holmes. Да ты-то куда, блять? Делатель. Such a young man, and already a murderer. Ебаная бабка, блять, с цветками, блять. Чем подцепить лампу-то можно? Я же откуда знаю. It would be my pleasure to assist you with your investigation. I'm always wondering. О, Багор есть. Случайно стоящий здесь. This should be useful. This is most definitely a bullet hole. The brick cracks are fresh. Watson, there was a third shot fired in this street. Скорее всего, перестрелка была. 2 разных выстрела. А если вот так посмотреть. No, it didn't happen this way. Их ты ж нихуя ж себе ж. Встал с кровати. Подошел к трупу. Что-то забрал, да? Что-то забрал. Потом ушел. Оставил сломанную трость. Изрезал, открыл, изрезал, бросил что-то в камин. Правильно? Похоже на правду. Так.
Поставил трость, что-то взял. Бросил, да, разрезал, открыл, разрезал. Бросил что-то в камин. No, it didn't happen this way. Ну, встал с кровати точно первый. Возможно, он открыл окно. Окно-то там нахуя? Поставил сломанную трость, что-то забрал. Возможно, он открыл окно. Потом подошел к трупу. Потом поставил сломанную кость. Ой, трость. Разрезал бумагу ножом. Бросил что-то в камин. Ёб твою мать. Хуй так сложно-то. Открыл окно. Пошел вниз. Так. Оставил. Взял что-то, разрезал. Бросил в окно. Ой, в это. So Mr. Turner used a book to hide an object that he found on Kenneth Butler's body. The question is, what did he find? Там сейф, да? I can see prints from greasy fingers upon the cover of this book. Let us take a closer look. Well now, what a find! A precious jewel, concealed inside a book. A bracelet with a unique ram's head design, a distinctive feature of ancient Grecian artifacts, probably of the Hellenistic era. Mr. Turner, how would it be possible for a man of advanced years, such as yourself, to rush from his bed to the window in a matter of seconds, as you have stated? Well, I'm able to move very quickly, despite my age. And when the situation requires it, Mr. Holmes. I highly doubt that, Mr. Turner. I observe that you suffer a severe limp due to your injured right leg. It would have taken at least 10 seconds for you to approach the window. That means you could have easily missed something or someone in Half Moon Street during that time. You're right, Mr. Holmes. I could have missed something. But it did seem to me that everything happened so quickly. Oh, time can pull tricks on you. And what of everything else that you told us? Mr. Turner, it is vital that we have your complete and true statement. Mr. Holmes, I do assure you that the other things I said were most sincere. Блять. Mr. Holmes, I do assure you that the other things I said were most sincere. Браслет. Да в смысле, что, блять? Они меняются, серьезно? Mr. Holmes, I do assure you that the other things I said were most sincere. Старинный браслет. О. Mr. Turner, you were not sincere with me. Запал, Not блядь. then and not now. But Mr. Holmes... This, Mr. Turner, does not look like anything that a poor man might possess. It is worth more than the home that you live in. I can explain.
No, merely correct me if I am wrong. You saw Leighton Chapman through the window, but you also noticed a glittering object on the ground, this precious jewel. You walked down and took the bracelet from the body of Kenneth Butler, and when you heard the whistles, you hurried away. That broke your walking stick. It caught fast between the cobbles. Constable Marrow was unable to see you in the window as you were climbing up the stairs on your way back to your flat. Upon returning home, you hid the precious jewel inside a book. Mr. Holmes, please don't send me to prison. I didn't do anything bad. I'm just a poor man. When I chanced upon the bracelet, I saw it as an opportunity to make a little money. I was desperate. I only took the bracelet, that's all, I swear. You made a mistake by lying to me. But you are not a criminal. I believe that. Although I must return this bracelet to its rightful owner. Так. Ублюдок, нахуй. Я вот 1,5 часа должен тебя расспрашивать, чтобы ты, блядь, все наконец-то выложил мне полностью, как было, блядь. Фу, блядь, нет бы сразу все рассказать. Смразота, блядь. Сволота, блядь, ебаная. Что там делать надо? Допросите Лейтона. Ага. Искать в архиве. Пошли в архив, хули. Пиздец, блядь. Полчаса, нахуй. Ходить, пердеть там, пукать, нахуй. О, да здравствуй я. Так, браслет эпохи эллинов. Ах, блядь. Так, прекрасный старинный украшение, частью коллекции сокровища эллинизма. 5 голов овнов, золото. В 885 году. О, блядь. Это что-то спиздил опять. I need to continue my research in my archives. Так, газеты 1885 год. That is not the one. Ой. Джентльмен, пытаешься продать ему коллекцию. Ага. Винсент Фолли. Его познал лучший водитель Кэба, в котором привозится сокровища эллинизма. Винсент Фолли отказался сообщить, где именно он спрятал украденные драгоценности, ему назначили тюремный срок. Here it is. One of the victims, Kenneth Butler, was involved in the story of the stolen Hellenistic treasures. A visit to his pawn shop should tell me more. This is where I... Пизду. Найти применение. Так, 60 лет, ветеран войны, нога пострадала, хромает. Ломбард или Халфмун Стрит? По-моему, ломбард, да? Появился только что.
Что нахуй? Mr. Butler's key matches the lock perfectly. Чё, блядь? Почему я не могу ничего посмотреть? В смысле, блядь? It looks as though Mr. Butler kept a careful record of his operations. It looks... The ram's heads. Interesting. That means that Kenneth Butler owned a part of this collection all this time, 10 years after the theft. Здорово. Так, он еще тебя, у меня хорошая новость. Назвал человека деньгами, который сходит с ума по таким штукам. Отвалить небольшое состояние, устроить. Понятно, вот кто стрелять начал, блядь, друг в друга. Что, блядь, почему? A flare pistol. Perhaps it was pawned by a destitute sailor. Салют, блядь. Так, мотив грабеж. Ясно, понятно. Вот и третий выстрел. Нашелся. Объект интереса. A flare pistol. Crampons and a sharp ice axe would only be brought here by a mountaineer. Охуеть, ледоруб кошки. Объект интереса. Так, лежит ракетница, лежит ледоруб с кошками. Что за хуйня, блядь? Объект интереса. Все, посмотрели, типа, или что, блядь? Алкаши, сука, пьяные валяются. What's up with you, lad? What are you waiting for? I'm waiting for my brother to be released. Your brother? The one that you caught, beat up and imprisoned. Ah, the murderer. He ain't killed no one, copper. Watch your mouth, lad, else you'll be joining that worthless brother of yours. It would be my pleasure to assist you with your investigation, Mr. Holmes. Моя твою мать, блин.
Mr. Holmes, did you see my brother at Scotland Yard? Is he all right? Нахуй сюда приперся? А, спросить у него, может, что-нибудь. А, чё, блядь? I wish this crime... Ракетница. Альпинистское снаряжение. Хуйня. Mr. Holmes, what is the trouble with... Please escort this suspect for interrogation. Good evening, Mr. Chapman. Who are you? I've got nothing to say. It's all a mistake. Calm down, Leighton. I have come here to help you. To find out if you truly are innocent, as your younger brother Wiggins has told me. My brother? You know him? Then that means you're... Sherlock Holmes. Oh, blimey. All right, Mr. Holmes. I'll tell you everything. Good. Tell me your account of what happened. I left my work, and I hurried up to see the fireworks in Whitechapel. I was late, so I decided to cut through Half Moon Street. I saw the first fireworks light up in the sky. I bumped into a constable on a corner before entering Half Moon. Then suddenly, what with all the firework flare, I saw two men. They were both lying flat in the middle of the street. I stopped where I was. I thought about turning back to the police, but as I was thinking of that, I saw a third person. He was leaning over the body that was furthest from me. The second I saw him, he raised his head, and he stared at me. In a flash, I saw his gun, but he made a dash for it instead, and he escaped through Whitechapel Street. So you might still have had time to return to the constable. I panicked. I didn't know what to do. Anyway, I approached the bodies just to see if they were still alive. I saw that one had blood pumping out of his stomach. He was dying. It was horrible. The second one was already dead. He had a hole in his head. He was holding a gun in his hand, though. I took it. Забрал пистолет. Ты гений, followed the пиздец. third man. Interesting. Pray, continue. I turned a corner, and I saw the man standing in the middle of the street. He seemed to be in some sort of panic. And then, Mr. Holmes, something strange happened. I told the police and they laughed at what I said, but I swear to you, my words are true. I started running towards him. But then I was blinded by a flash. It was so bright that I hardly saw anything for a good dozen seconds. But I kept running forward. As I arrived in Whitechapel, I heard a woman screaming. And then I was caught by the police. But there wasn't a trace of that man. Of course, then they found a gun and all that blood. I couldn't see the murderer escaping and all that mess. Perhaps I was still half-blinded at that moment. A thrilling account, my young man. Leighton, are you able to describe the person whom you saw standing in Half Moon Street? Well, I wasn't able to see his face at all. It was too dark, and he was too far away. I could see his silhouette. And what about that? Nothing so special. He was wearing a jacket. He was quite average in size and his weight. I see. Was there anything else that struck you at the time? No. But perhaps... It's strange, but I can't remember the sound of his footsteps as he was running away. Perhaps it was because of the fireworks or the surprise of me seeing him.
Leighton, I confess I am puzzled. Why should a young lad like you take a gun from the hands of a dead man and set off in pursuit of a probable killer? I know. I keep wondering that, but at the time it was like a reflex. A criminal ought to be arrested, and he was armed. You were willing to risk your life. That was a little foolish, unless you wanted revenge. No, Mr. Holmes. I was just being brave and stupid. I'm sure that you were, but I believe that you may have recognized one of the victims, Brian Vercotti. You knew that gentleman well, did you not? However could you know that? You have a typical tattoo of the Westgate Brotherhood upon your hand. I observed exactly the same mark upon Mr. Vercotti. You came to know him from your sharing a past prison sentence. Am I correct, Mr. Chapman? God. You're right, Mr. Holmes. Да, блять, ты можешь сам продолжать, ёбаный рот. Would you tell me a little about Brian Vercotti? We were convicted for a robbery. Once in prison, both of us joined one of these fraternities. During that year, we tried to help each other out, you know? You were quite young then, I believe. Yes, Mr. Holmes, we were. We'd only stolen a pound of meat. After we were released, and when I saw what my little brother had become, I decided to work towards living an honest life. And Vercotti? He had a hard time. His sister had died in a Whitechapel dispensary while he was in prison. He had no family anymore. Our paths split. He fell back into crime. So you lost him? Yes. And for around 2 years, I heard no news of him at all. We shall see you soon, young man. Наконец-то. Так, ничего не спиздил. Мотив грабеж, личный мотив. Нет, не спиздил. Не спиздил, адаптировал. Так, вымышленный человек. Да ну нахуй. Классично. Ничего он, блядь, не вымышленный. А, выглядит правдоподобно. Не получилось. Так, 20 лет, старший брат. Попал в тюрьму, офисный коллега. Так. Попиздите с контестиблем. Ну что, Холмс? Так, слышь, констебля. Выходи, бля. Выходи, бля. Why are you looking at me all the time like that? I'm just watching you, lad. I never know what to expect from people like you. People like me? Yes, street beggars and thieves. I ain't a thief. Oh, no? Then where did you get whatever it is that you're gnawing on? I very much doubt that you bought it. What ain't seen can't hardly be stolen. Вы заебали, я вам не мешаю, блядь, своей хуйней. Слышь, придурок? Constable Marrow, I would value your assistance in this Стоит он, блядь, там investigation. за углом, стоит. It would be my pleasure, Mr. Holmes. I would like to make sure that there are no places in Half Moon Street where a man could hide while you were running through it with your lamp. All right, Mr. Holmes, what should I do? Take your lamp and start walking, just as you did before, and try to find me. Understood. Охуеть.
I can see you very well, Mr. Holmes. All right, Constable. Let's try again. I'll find another place to hide. Here you are, Mr. Holmes. All right, Constable. Let's try again. I'll find another place to hide. С правой стороны теперь будет. Че, в мешках, что ли, сныкался? В натуре или в бочке? Mr. Holmes, it wasn't difficult to find you at all. It is obvious now. No one could escape Constable Marrow's lamp while hiding in the street. Так. Вверх по стене. Найти ракетницу альпийскую. Вы что, издеваетесь? Ты что, я сразу не взял, придурок? Ракетница этому Чапану в бубен стрельнули, а по стене вверх бежал какой-то третий хмырь. Например, этот хромой, который не хромой. This is exactly what we need in order to imitate the flash of the fireworks. These tools are exactly what I need to climb the wall. Да ебать, давайте. Wiggins, my lad, what are you doing here? You'd best be leaving and be Это quick заебал about того it. долбоебика уже. I've done nothing wrong. You'd learn more by watching Mr. Holmes. He knows exactly what he's doing. Not like you. Oi, watch your tongue. Вот ты к нему доебался, блядь. Слышь? Давай занимайся профессионально своей хуйней. Деятельностью, блядь, а не всякой хуйней. Constable Marrow, Watson, I would like to perform another kind of reenactment with your help. I'm listening, Mr. Holmes. I want to check if Leighton's testimony can be trusted. If someone could vanish into thin air at a specific moment. But Holmes, I don't see how. No, I am going to be the mysterious gentleman whom Leighton followed. I will stand exactly where he saw him before he was blinded by the flash. Watson, you will be Leighton. When I fire the signal flare, you should start to chase me. I understand, Holmes. You, Constable Marrow, just play your part and do exactly as you did. Just, please, wait 5 seconds after the signal flare. I doubt that Polly Powell would have screamed any earlier. As you say, Mr. Holmes. Let us begin then. Catch me if you can.
Фу. Так. The streetlights fall directly on this wall. Not an ideal spot to escape the crime scene. It is also direct. А. Там какая-то темная была, глухая стенка, вот она. Не, так не пойдет. Вот ты пробежал такой. This wall is cast in shadow. It would be difficult to see anyone scaling it. Поехали, хуй наверх, блять, вертикальным взлетом. Кошка там это и палка, блять. Хуяк. Флэшбэнг. И никого нет. Заебись. Ну что, блядь, ты можешь? Для кого эти кнопки нажимаю? Ебать. Я догадывался, что альпинизм это сложно. Не до такой же степени. Holmes? Are you there? Вы там? Where is he? My God, a man can't just disappear like that. Holmes? Holmes? Where are you? I cannot see you, Mr. Holmes. Dr. Watson, it seems that Mr. Holmes has disappeared. Don't worry, gentlemen. I am up here, above your heads. How on earth did you get up there, Holmes? I am using crampons and a climbing axe, although the person we are looking for did not leave any traces of such tools. Constable, is there any way to get to the top of this building? Yes, Mr. Holmes, I can show you. The door to the building can be found from Whitechapel Street. Gentlemen, I am on my way down. Смотреть чердак. Это вот это, да? These shards of glass are from the window above. It's empty. Karma. Someone broke through the window to get inside the attic, but in his haste he ripped his jacket. A cluster of thick black threads. They're unusually strong. I should examine them under the microscope. We can conclude that the person whom Leighton saw climbed up the wall, broke into the attic window, and escaped through the hatch. Залетел. Вряд ли он в пиджаке бегал. Который сбросил, его тоже поймали. И, наверное, это одновременные были перестрелка. Так, требует анализ. Раскройте преступление. Заебись задание.
Так, где-то моя баба. Замечательно. Let us take a closer look. It is not a thread, but a hair. I very much doubt that it is human. I need to compare this sample with a human hair and a horse hair. A shaving brush is usually made from horsehair. Watson, could you please pass me your shaving brush? Here you are. Watson, look, what's outside the window? Well, I don't see anything. Ouch! Holmes! Oh, don't make such a fuss. One little hair. Human hair is significantly thinner than the black sample. The horse hair is thinner than the hair that we found. So, this black hair belongs to an animal, and it is larger than a horse. A hair from a large and exotic animal. Слоновье, видимо. Елефант. Так. Что? Цирковой акробат. Ой, ебать. Ой, ебать. Все? Хватит? Цирковой акробат. Нихуя себе. Попросите Викинса о помощи в поисках цирка. Он же не за окном стоит, мне же к нему пиздить, да? Ёб твою мать. А раньше было лучше. Раньше он вот под окном стоял, выглядываешь, говоришь, алло. Так, сейчас приду, пойду пососу.
Блядь, опять сейчас прищепка, ёбнет нахуй. Мне по голове стукнет. Я обкакаюсь, блядь, и умру нахуй. Продолжаем. Так, спросите у этого, который доебывает до ребенка, блядь. Ушлепошного. Look here, lad. You'd better go home and start thinking about what a fine pickle your brother's landed himself in. Ha! But he'll be free tonight, 'cause he's innocent. Don't be daft, lad. It's a closed case. Ничего не понимаю. It would be my pleasure to assist you with your investigation, Mr. Holmes. А, у этого надо мелко спросить. Что там еще? Ваша версия, мистер Уиггинсон. We have good news for you, Wiggins. The investigation has proven very interesting so far. We found facts and details that confirm your brother's innocence. I knew it, Mr. Holmes. But for now, Wiggins, we need your help. Anything you like, Gov. I need you to locate a circus that has stopped over in London. It needs to have disposed of at least one exotic animal. A very large one. You can count on me, Mr. Holmes. Тигр, что ли? Что за хуйня, блядь? Какое нахуй экзотическое животное с толстым волосом? Медведь, лев, кто там есть? Тигр, слоны. Слон. Хуй, не понимаю. Очень рано. I do hope that those children don't get into trouble, Holmes. Don't worry, Watson. I predict some news in 7 seconds. Mr. Holmes, we found it. Here it is. Хуй, тайминги считай, заебись. О, And сода this потом. is a young Indian elephant, the highlight of the show. Я говорил, что это слон, блядь, а вы не верили нихуя. Duval Brothers, a well-known traveling Они вроде circus Дювалье. that is currently stopped in А не London. Дюваль. I believe that is exactly the type of circus we are looking for. I'll pay it a visit. Поехали, хули, в цирк. Нахуй, всю карту стерли, блядь. Hey, you! Stop right there. Good morning, sir. Pardon me, but why am I not allowed to walk around here? Because it's private. Well, I only wanted to meet the artistes. Hmm? You're wanting to apply for... Nah. You don't look like the type of, artistic lockpicker that we're looking for. You might be surprised. What? Nah. I don't think so. Clear off. Давай посмотрим, что за переодеться для визита в цирк. Серьезно? Потрепанный сюртук. Ну, в бомжа, короче, переодеться, понятно. Не попадает трубкой. Не попал, не попал. Потрепанный, кто там, блядь? Фермер, закрыто. Ебать, не вообще все открыли, да?
Во. Заебись. Пойдет так? Да. Усы на лице, потрепанный сюртук и шляпа. Так. Потрепанный сюртук. У меня откуда потрепанный сюртук? Вы чё, блядь? Так что ли? Ну, видимо, так. I'd better wear a shabby hat. Потрепанную шляпу лучше надеть, ты охуел, что ли, че, блядь? Она в конце там не туда была. А, тут. Во. Лучше? Во. Stay where you are. What are you doing here, and where is Sherlock Holmes? Calm down, Watson. Take deep breaths now. It's me. Thank God, Holmes. I can't get used to your disguises. Вообще другой. Thank you, Watson. That means I am ready to go. I'm ready to go. Who are you? What's your name? My name is Nigel. I'm here to open the locks. Talented, eh? Let's see. Go inside the marquee and show yourself to Charles Foley. And I'd highly advise you not to trip. Got that? I've got it. Сторож, не хватит кабанина здоровая, блядь. На сале. Выращенная, скормленная нахуй на огромных беляшах размером с 3 ладони. So, everything is here, just as you asked. And what about the money? Some of the barrels are wet. Transportation issues, it couldn't be helped. Whatever. We'll be here after midnight to pick up the supplies. I want to be paid first. No. You'll be paid after we make the transfer, as I said. Right? I hope that no one saw you. The police are on the lookout. Of course not. I'm a professional. Glad to hear. Ready for tonight, then. Британский цирк. Все, звук пропал, пиздец. Бочка. This Трещина. wooden barrel is damaged. It is difficult to say what is inside. There is a spot on this barrel that was intentionally painted out. The crest of the Honorable Artillery Company. Could it be gunpowder? I need to be sure. Поджигай. Все? А, ударить. Judging by the fractions and the scent, I can confirm that it is, in fact, gunpowder. The barrels are roughly clustered. It seems as though they were brought here in a hurry. А, спиздили. Порох спиздили. Да вы охуели, что ли? Все воруют, блядь, везде, нахуй. Собаки ебаные. Печатный станок. That's a picture of a contemporary gentleman wearing a Robin Hood hat. Interesting. From lambs into lions. Those are words of encouragement and defiance. This poster was clearly made to fire up rebellion amongst the people. There are enough posters to paste across half of London's walls.
This printing press is old, but still quite capable of printing hundreds of pages per day. Powder Цирки kegs, печатают хуйню. a printing press, and Порох. a great many blank papers. Ша. All of this was stolen by the Merry Men quite recently. And these poster samples. I am quite sure it is not a coincidence. The Merry Men are planning some sort of sabotage. Stop right there. Who are you? Are you Charles Foley? Maybe. They say that I can open any door. Do they now? We'll see that lock near the chains on the table over there. Open that. Изи нахуй. Сейчас, подожди, посмотрю, почему у тебя кольцо в ухе. Что он там делает вообще? А, это вообще не аргумент, да? Ключ сейф. Донор, наверное. Валера. Ну понятно все с тобой, блядь. Пиджак проебал. Вооруженный опасен. Ага. Так, откройте замок. Ща, подожди. А, их тоже нихуя ж себе ж. Что, блядь? Слышь, заебал. Давай вот так. Давай вот сюда дернем. Вот это сюда дернем. Не видно ни пизды. Ой, блядь, здравствуйте.
Да ёпт, блядь, как сложно, пиздец. Чё, нет? Старинное кольцо, 5 аунов, а это пропавшие. Ну. Старинное кольцо. Причем как связаны они, блядь? Так, револьвер запоясан. Ага. Посмотрите цирк, познакомьтесь с Чарльзом Фолли. Здорово, дебил. Еще раз. Ah, well, they're right. What's your name? Nigel Shirley, from York. Ah, Nigel from York. Never heard anything about you. How'd you hear about me? Блять. Ah, Nigel from York. Там листовка Never heard есть. anything about you. How'd you hear about me? Противоречие Тернера. Какие нахуй противоречия? Как ты узнал обо мне? Блять, я из этой, как ее называют, блять? Что нахуй? Что выбирать-то, блять? Nigel from York. Never heard anything Как я about узнал you. о нем? How'd you hear about me? А, пойманный вор. Блять. It's a long story. I met your brother, Vincent the Butcher Foley, in prison. He told me all about his betrayal and all about you. Before I was released, he told me that you might find a job for me one day and pay me some money for me craft. Well, he died 7 days ago in prison. I'm sorry to hear that. That's all right. The traitor has paid the blood price for it. And you'll do the job anyway, because I need a talented lockpicker. I know just where to search for his legacy. It's all about the Hellenistic treasures, isn't it? Osh, you fool. Now, listen up. You'll come with us tonight, and you better mind yourself. Us? Wait, who's coming then? Billy, Jack and me. And what will I get for that? We'll share the loot. The one you seem to know about. Right. Wait for us at the abandoned manor house on a corner of Ladbroke Grove and Kensington Park Road at midnight. Deal. О, больше нельзя на бэкер стрелять. Найдите, смотрите замок сейфа. Ой, замок сейфа. Так, наш бомж доехал. Somewhere inside it are the Пошли. treasures. This lock is quite old. It shouldn't be much of a challenge. Ага, блять, я уже видел сейчас. Пиздец, блядь. Хуй такой сложный, блядь. Так. Пиздец, сейчас будет нахуй папашка, открывашка, я ебал. This cupboard is an app. Several books. It seems as though this cup. О, нихуя это я... That's the lock I must open tonight.
Let me see. Ёб твою мать, блядь. Да ты охуел, что ли? Дурак, блядь. Что нахуй? Во. Может, не он, а? А, вот это, наверное. Ой, бать. Я-то думал, там крутить надо. Так. What a surprise! Another lock. And I won't be able to pick it. I recall that precious key around Foley's neck. It might prove a decent fit. I suppose they hired me to only open the first lock. Let us wait for the thieves and find out. Let us check the thieves' possible escape routes in the event that they are caught off guard by the police from the front door. This door is a perfect means of escape in an emergency. This door is a perfect means of escape in an emergency. Окно, видимо. This should be useful. Нахуя? А, дверь подпилить. This door is a perfect means of a solid rope. Заколоченное окно не подойдет. The ground floor window is a perfect way to escape the police. This works very well. Так. Так, заколочено, заколочено, заколочено. Люстра. I wonder what this old chandelier is doing on the floor. It looks as though it was poorly attached. I suppose that the thieves already tried to open the lock with this formidable hammer, but they were unsuccessful. Ковер. Oh, that's a lovely old carpet. Объект интереса. Требуется предмет. Какой предмет? I wonder what this old Веревка, что ли? Я ж только что мимо нее проходил. A solid. Ага, нет, не веревка. А там слева что валялось? Дверь куда, блядь? The door is now. This should. Ага, нихуя ты последовательный парень, блядь. Базара нет, понял. Так, теперь люстру надо как там, что сделать с ней. Нахуя? А. Now, if anyone takes the hammer, the rope will uncoil and make the chandelier fall. Нихуя тактика галактика ебал. If he runs through the dining room and takes a sledgehammer to force open the door, the chandelier will knock him down.
There is no ladder. If anyone falls here... Можно замаскировать ковриком. А, там коврик стоял. Точно. This door is a perfect means of escape in an emergency. Так, подожди. Ковер. Где он был? Вот, да. This should be... The door is now blocked. Now, it's not an open hatch. Just I should walk carefully. Now, if a thief runs through the kitchen, he'll pay a surprise visit to the cellar. Так, второй этаж. Although this window is high above the ground, it would be possible for one of the thieves to attempt to use it for their escape. Так, пойдем найдем что-нибудь. This should be useful. А, бусы можно насыпать здесь, да? Не придется назад. Step on these beads, and our thief will go flying. I should walk carefully here, else my plan will be ruined. Any thief who finds his way upstairs will roll down very quickly. The traps for my circus companions are all prepared. I can leave now, but I'll return later with Charles Foley and his companions. Заебись. Police! Police! Нормально. Stop where you are! Where are they? Trapped, Watson, with your assistance. How so? Well, you sounded just like a real Bobby, my dear fellow. You startled them into the traps. I did? I assure you, Watson, it was quite an entertaining show. They will not escape the house now. You scum! And this is the pistol used for the murder in Half Moon Street. How'd you know about that? Have you closed the case yet, Sherlock? Mycroft, what are you doing here? Did you follow me? Sherlock, it may seem that I used you, but you should be pleased to know that you have served our queen well, in this instance. So now, let us catch the big fish. But this man is not one of the merry men? No. Then why exactly are we here, Sherlock? This gentleman, Charles Foley, has been involved in a double murder, and the hunter of a set of valuable antiques, the Hellenistic treasures, which disappeared in a theft many years ago. You're no better than the coppers! Оп. Видимо, все 5. Holmes, that is incredible. The Hellenistic treasures. Indeed. Nothing but trifles. Where are the merry men? I don't know why you are asking me, Mycroft. They are yours. Нахуй сел, молодцы. Ты чё вообще, блядь? I'll see you soon, dear brother. Бразер, что, блядь? Так.
Спрятанная коллекция, да. Оп. Весть фоли. А то есть этот можно этого обвинить, да? Ограбление. Что, дурак совсем? Так, акробат. Вдова. Перестрелка. Потом бесспорные улики. Невиновность Лейтона. Месть Фоли. Ага. За кражу невиновен в убийстве. Блять. Оправдать. Угу. Заключение будет... Нет, он, по-моему, невиновен, но это не точно. Блять, как сложно. Ёбаный рот. У него был пистолет одной из жертв. Да, у второго жвалына не было, точно. Значит, он просто спиздил и пистолет, и все остальное. Наверное, как-то так. Давай вот так попробуем. Вроде на киллера он вообще не смахивает. Ой. Ну, по моим ощущениям. You were a witness to a double murder. You were standing next to Vercotti when Butler fired at your accomplice. The jeweler missed him, but they proceeded to kill each other with simultaneous shots. Even if your intention was to retrieve the stolen treasure, you did not intend to kill. I shall inform Inspector Lestrade of that fact, so your sentence should be the lighter. You are a fine gentleman, with your fake pity. I do what I think is right. It is never due to pity. Farewell, Foley. I shall leave now, Watson. Gentlemen, please take our friends here into custody. Where are you going? I have unfinished business. I'll see you at Baker Street. Be careful with the lamps. Don't bring them too close to the barrels. Good evening, gentlemen. Who's there? That is of no importance. What matters is who you are and the plans that you have here. So you can stop us from carrying... Давай взорвемся нахуй. Eventually, yes. Hey, careful. You'll blow us all up. I'm listening. We are a group known as the Merry Men. О, But I нашлись. suppose you knew that already. We are the men who've already lost everything of value in their lives. We are ruined shopkeepers. We are workers who were fired from their jobs. Honest people who were robbed. We were forced out from our homes and thrown onto the street. And all of this in the name of the so-called law. The laws that were set out by our government. The laws that make the commoners only more vulnerable and the wealthy more protected. We are not only from the British Empire. Some of us are from the New Lands, America, Australia, and we are many. But men we are still, and we are merry for that we stopped being afraid. For those powers that be had done their best to plant the fear inside our souls, and we accepted it so easily. The fear advised us to keep our heads bowed. It prevented us from fighting. Bankers and politicians... They own our lives, our work, our bread, and they push us to compete between each other, just to see who may serve them better. But in the end, they are the few, so they are weak. They are nothing without their titles. We should not fear them. Our so-called masters should fear us instead.
The time has come for our group to stand tall. Our great and many merry men. We are going to blow up the London Stock Exchange. No lives shall be lost. But ownerships, debts, and property titles? They shall all be destroyed. They're only papers, after all. So many people will be freed over this night. That is a radical step to take. What result do you truly expect? Chaos. But soon people will understand that they are free, and that they don't belong to anyone. They will be able to work for themselves, together, without letting the rulers dictate what to do, and finally justice will arise. What you are intending to do is a crime. It is not justice. How do you see justice, then? Kids go to prison for a loaf of dry bread. And how many lords do you see punished for stealing from their people? Sending them to their deaths in mines, or overseas to fight for land? Our masters wouldn't hear us. So now it's time to sing the song of the merry men. Will you let us do our duty? А, да? Опять выбор. Блять, я пойду пасу. Сейчас приду. Блять, вот хуеплеты понаехали и возмущаются. Ну, конечно, давай ёб. When people fight the order, they are too blind to see the consequences that throw society into chaos. I shall stop your actions, but not you. Run. Now! Бежим. Ебануло. А, я думал, я сейчас взорвусь нахуй. А, нет. So, you're interested in Может, не Russian спалились literature бы. now? Quite lately. It is an interesting book. I remember a few lines. Really? I tried reading it myself, but I had a hard time. А потому что тупой, блядь. Yes, Doctor. It's about intelligence. Sherlock, I vaguely recall one of the lines. Sometimes it takes something more than intelligence to act intelligently. There were also a few words along the lines of pain and suffering are always inevitable for a large intelligence and a deep heart. Tell me, Doctor, does my brother show any sign of pain or suffering? Not that I know of. Because you see, Doctor, behind all of his masquerade, my brother does possess a deep heart. So deep that he does not recall where he places his love. Well, I'm sure that... His love and his duty that, in the first place, should be directed towards the Empire. For without it, we would be nothing. A country filled with uncivilized men. And the Empire needs order and discipline. It has no room for chaos. People who commit crimes, or at the very least intend them, deserve punishment, Sherlock. Without justice, there can be no civilization. But we serve the truth, not justice. Your truth, Doctor, that may prove immoral.
allowing people to terrorize London, destabilizing the whole empire. Terrorize only the powers whom you serve, Mycroft. Not I, not Watson, not Mrs. Hudson, not Wiggins. Sherlock, the merry men are to be stopped. Not by me. You created the merry men. Stop them yourself. Only make sure that you don't create 10 more merry men by arresting the one. Good night, Dr. Watson. Anything in the post, Watson? Any clients worthy of our attention? Only a second reminder from Mrs. Hudson about our new neighbour. She urges you to remove your... Oh, I don't care about that. Holmes, the lady who will be moving in shortly has requested the use of our spare room to place all of her boxes. Wait, what? A lady? Чё, блядь? Так. Ага, банда была. Он никого не убил, можно... Ага, так, принять версию. Сойдет. Нахуй. Что-то легонькая пиздец. Ну, 4% дебилов совсем. А чё вы его... Может, мне кажется, не он убил. О. Стул. Все, что ли? Фу, блять, Дмитрий Чеботарев. Директор походила. Жора. Он не Георгий, случайно. Илья Борисович или Борисович. Гедзевич, блядь, ужасно, сложно, очень сложно. А что, все, игра кончилась? Ебать, народ. Вот сейчас у меня музыка опять за авторские права приедет, блядь. Так. Я все выиграл, ничего не знаю, блядь. Чё? Что, опять? Все. Игра закончилась и закончилась, закончилась прям совсем. Она так задумана, да? Ну, хуй знает. Никаких ни багов, ни лагов. Ну, Ватсон мешается, но это такое себе, блядь. Там очень сложно сделать так, чтобы он прям отходил. Я не понял, какого хуя меня выпиздили из игры-то? Алло, я ж не сам вышел. Hello. Вы что, охуели совсем? Вы, бля. Слышь, вы, бля. Сейчас позже перезайдем. Посмотрим, там вроде DLC какие-то были. Crazy Frog Presents, блядь. Да, Unreal, Epic Store, эксклюзивы. Продолжить. Ничего не понял, блядь. Так. Что меня выпиздили-то? Что-то появилось на карте. Что-то новое. Революционный плакат. Все?
Что, так и будет сидеть? Серьезно? Там больше никаких нету DLC. Охуенная игра, блядь. Ни одной проблемы не заметил. Она и в меру сложная, и в меру интересная, и в меру все в меру, блядь. И в меру залагает. Это мерцает иногда. То пиджак зернистый, то хуй ребристый. Все, выход. Нахуй. Понял. Нахуй знает. Давайте другие игры вон есть. Отличная игра, я считаю. Давайте, короче говоря, тогда на этом закончим. С этой замечательной игрой и вообще со стримом. Всем спасибо за просмотр. Всем до встречи, всем пока.